Приветствуем вас на канале Книги, Истории, Факты. Это видео уже выходило ранее на нашем канале, но мы решили перезалить его, так как в оригинальной озвучке был допущен ряд оговорок, которые в этом видео исправлены. В этом ролике мы хотим рассказать несколько интересных фактов. Надеемся, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Здесь представлено 1000 невероятных фактов в одном видео. Материал получился продолжительный, но уверен, что каждый сможет в этом ролике с 1000 интересных фактов найти что-нибудь новое и полезное. Буду признателен за лайк, подписку и какой-нибудь комментарий. Даже если вам понравилось, напишите, пожалуйста, об этом. Но если вам что-нибудь не понравилось, с удовольствием выслушаю конструктивную критику. Приятного просмотра! 1. Викинги никогда не носили шлемов с рогами. В шлеме с рогами невозможно воевать, он годится только для шаманов. 2. Шум, который мы слышим, поднося морскую раковину к уху, это вовсе не звук океана, а эхо от окружающих нас шумов. В изолированной от шумов комнате никаких звуков из раковины не раздается. 3. В казино не бывает настенных часов и окон с прозрачными стеклами. 4. Если на одну шахматную клетку положить одно зернышко риса, на вторую 2 зернышка, на третью 4 зернышка и так далее, то в итоге общий вес риса на шахматной доске составит более 460 миллиардов тонн. Это в 1000 раз больше, чем годовой урожай риса на всей Земле. 5. Алмазы образуются в земной коре на глубине более 200 километров. Только благодаря извержениям вулканов алмазы переносятся на глубины, досягаемые человеком. Средний возраст любого бриллианта – около 1,5 миллиарда лет. 6. Историю о яблоке, упавшем на голову Ньютона, впервые рассказал Вольтер в своем эссе о Ньютоне. Сам Ньютон никогда не рассказывал этой истории. 7. Римский император Веспасиан, правивший с 69 по 79 год нашей эры, спасая империю от разорения, ввел множество весьма необычных налогов. Один из них был налог на латрун и общественные туалеты. В ответ на упреки сенаторов Веспасиан предложил им понюхать деньги, полученные по этому налогу. Так возникла знаменитая фраза «pecunia non olet» – «деньги не пахнут». 8. Руководители отделений Ку-Клукс-клана в США в начале 20 века назывались великими гоблинами. 9. Численность действующей армии Монако – 82 человека. Это единственное государство в мире, где размер регулярной армии меньше численности военного оркестра, в котором 85 исполнителей. Лишь однажды армия Монако была поднята по тревоге. Это случилось в 1962 году, когда президент Франции генерал де Голь пригрозил княжеству отключить электро- и водоснабжение, если оно не введет подоходный налог. К счастью, войны не случилось. Князь Ренье III пошел на уступки. 10. Знаменитая английская актриса Хелен Миррен, известная блестящим исполнением ролей Елизаветы I и Елизаветы II, дама-командор Ордена Британской империи, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус», урожденная Елена Васильевна Миронова. 11. До начала XIX века обувь не разделяли на правую и левую, оба башмака были одинаковы. 12. Тариф – это остров в Средиземном море, где во времена арабского правления в VIII веке впервые стали брать плату за стоянку в порту. 13. Речные дельфины встречаются в Бразилии, Китае и Индии, но только обитающие в Амазонке дельфины розового цвета. 14. Бобры и капибары, самые крупные грызуны на планете, признаны католической церковью рыбой, поэтому католики могут есть мясо этих животных во время Великого Поста и по пятницам. 15. В 1933 году компания по производству ткацких станков Toyota Automatic Loom Works создала новое отделение, специализирующееся на производстве автомобилей.
Сегодня это крупнейший производитель автомобилей в мире, а логотип Toyota до сих пор означает нитку, пропущенную в игольное ушко. 16. Благодаря прецедентному праву, в США существуют сотни странных и труднообъяснимых законов, однако один, пожалуй, достоин особого внимания. В городе Чико в Калифорнии всякому, кто взорвет в пределах города ядерное устройство, грозит штраф в $500. 17. В 1983 году знаменитая английская писательница Барбара Картленд написала 23 романа в течение одного года. Это достижение зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Всего в течение жизни она написала более 600 книг. 18. Озон, защищающий Землю от солнечной радиации, смертельно ядовит. Для человека озон опаснее угарного газа. К счастью, в отличие от лишенного запаха угарного газа, озон легко обнаружить, он пахнет геранью. 19. Карельский фронт, которым командовал генерал-лейтенант Валериан Александрович Фролов, имел самую большую протяженность из всех фронтов Великой Отечественной войны, более 1600 километров. Это был единственный фронт, на одном из участков которого, в районе Мурманска, немецко-фашистские войска не смогли нарушить государственную границу СССР. 20. На перевозку одного плода киви из Новой Зеландии в Европу уходит больше авиационного топлива, чем весит сам плод. 21. Дмитрий Иванович Менделеев действительно утверждал, что периодическую таблицу элементов он увидел во сне. Но этому предшествовала титаническая работа на протяжении 25 лет. 22. Нет никаких научных доказательств того, что прием пищи в позднее время суток приводит к большему отложению жира по сравнению с пищей, принятой днем. 23. Помимо Луны, еще 6 астероидов сопровождают Землю, двигаясь по ее орбите вокруг Солнца. Один из них, Круине, диаметром более 5 километров, находится в 15 миллионах километров от Земли. Так что с некоторой натяжкой можно сказать, что у Земли 6 лун, а не одна. 24. Атомы более пусты, нежели Солнечная система. Если бы ядро атома водорода было размером с лесной орех, то электрон, размером с булавочную головку, был бы отдален от ядра на расстояние более 1 километра. Любая материя содержит не более 0,01% атомного вещества, остальное пустота. 25. Помимо Красной книги, в которую с 1958 года ученые заносят исчезающие виды животных и растений, есть еще и Черная книга. В нее включены животные и растения, навсегда исчезнувшие с лица Земли из-за разрушительной деятельности человека. 26. Первый паровой двигатель был создан не в конце 17 века, как принято считать, а в первом веке до нашей эры, древнегреческим изобретателем Героном Александрийским. 27. Быки практически не различают цветов, поэтому они реагируют на красный цвет точно так же, как на зеленый или синий, то есть никак. На быка раздражающе действует не красная тряпка, а то, что кто-то больно его ранит, да еще и машет чем-то у него перед носом. 28. Бангладеш – страна, по площади приблизительно равная Мурманской области. Однако в этой стране проживает на 20 миллионов человек больше, чем во всей России. 29. Посидеть за несколько часов физически невозможно, даже в результате сильнейшего потрясения. Это не более, чем поэтическое преувеличение. 30. Гравитационное поле Луны вызывает не только приливы и отливы, но и колебания земной коры, достаточно значительные для сейсмологических приборов. 31. По решению Федерации настольного тенниса, в 2003 году диаметр шарика был увеличен на 2 мм. В результате скорость шарика во время игры замедлилась на 15%. Сделано это было для того, чтобы стало легче наблюдать за игрой по телевизору. 32.
Более 35 тысяч американцев ежегодно страхуются на случай похищения инопланетянами. 33. Сердце человека находится не слева. Оно расположено за грудиной, между левым и правым легкими. 34. Устья рек стали называться дельтами после того, как античные ученые подметили сходство формы дельты Нила с буквой дельта греческого алфавита. Самую большую дельту образует не Амазонка, а Ганг. Ее площадь составляет 105 640 квадратных километров. В дельте Ганга проживает более 145 миллионов человек. 35. Во время Советско-финской войны 1939-1940 года линия Маннергейма в течение 2 месяцев удерживала наступление Красной армии общей численностью 425 тысяч человек, 2900 танков и 3000 самолетов. Маршал Карл Маннергейм, в честь которого названа знаменитая линия, до революции 1917 года был офицером Российской императорской армии. 36. Стараниями ирландских миссионеров святой Патрик является теперь покровителем не только Ирландии, но и Нигерии. 37. Во Франции законом запрещено называть свиней именем Наполеон. Других животных запрет не касается. 38. Венецию часто называют столицей мостов Европы. Однако в Венеции всего 398 мостов, тогда как в Амстердаме 1280, а в Гамбурге более 2400 мостов. 39. Нос Большого сфинкса в Гизе был утрачен не в результате эрозии. В 1378 году фанатичный суфийский шейх приказал отбить сфинксу нос, дабы выполнить завет Мухаммеда, запрещающий изображать человеческое лицо. Подобный акт вандализма совершили афганские талибы в 2001 году, с помощью тяжелой артиллерии уничтожив в Бамианской долине 2 уникальные статуи Будды II века высотой 55 и 37 метров. 40. Клеопатра не была египтянкой. Она была последней в царском роду Птолемеев, выходцев из Македонии. 41. Король Великобритании Георг I, правивший с 1714 по 1727 год, ни слова не говорил по-английски. Его родным языком был немецкий, он был родом из Ганновера, а с окружающими он общался на французском языке. Георг I получил права на британскую корону благодаря акту о престолонаследии, согласно которому престол Англии не мог быть занят католиком. В честь короля Георга I был назван штат Джорджия. 42. На Земле сохранились всего 6 видов двоекодышащих рыб, 4 из которых, протоптеры, обитают в Африке. Когда вода в реках и озерах пересыхает, протоптеров спасает то, что у них есть легкие. Они выкапывают себе в мягком илистом дне гнезда и спят в них до начала следующего сезона дождей, иногда дольше года. Дышат они при этом воздухом, поступающим через верхушку гнезда. А местные рыбаки вместо удочек и сетей отправляются на рыбалку с мотыгами и лопатами. 43. Греческий танец сиртаки не является народным танцем, он был придуман в 1964 году для голливудского фильма «Грек Зорба». Даже название танца было выдумано, его предложил исполнитель главной роли, американский актер Энтони Куин, а музыку к танцу сочинил греческий композитор Микис Теодоракис. После выхода фильма сиртаки стал самым популярным греческим танцем в мире и одним из символов Греции. 44. Страусы никогда не прячут голову в песок. В случае опасности они просто убегают, развивая скорость до 70 км в час. 45. Носом в старину называлась памятная дощечка, которую неграмотные люди всегда носили с собой, чтобы делать заметки или зарубки на память. Так что, чтобы зарубить что-либо у себя на носу, вовсе не обязательно махать топором перед собственным носом. 46. Главный герой романа Мэри Шелли Франкенштейн – доктор Франкенштейн. Он не монстр, а создатель монстра, у которого нет имени.
47. Население Якутии в 1200 раз меньше населения Индии, хотя по площади они почти одинаковы. 48. Слоны действительно боятся мышей, но не более чем любых других мелких животных, вертящихся у них под ногами. 49. Кончик кнута при ударе развивает скорость, превышающую скорость звука. Щелчок кнута возникает при преодолении им звукового барьера. 50. Одна из наиболее трудноизлечимых фобий фобофобия, или боязнь страха. 51. Одно из верований кочевого народа, Масаи в Кении, гласит, что бог дождя Нгаи дал весь скот именно этому народу. Поэтому все, кто также владеет скотом, когда-то украли его у Масаи. 52. Андорра — единственная страна в мире, где почтовые пересылки бесплатны. А до 1927 года в Андорре вообще не было почтовых отделений, и нужно было добраться через границу до ближайшего почтового отделения в Испании или Франции. 53. В китайском языке юанем называют базовую единицу любой валюты. Например, доллар США – это мэй-юань. 54. Шоколад не вреден для зубов, более того, он замедляет развитие кариеса. Правда, речь идет не о молочном, а о черном шоколаде. 55. Лед не одинаково холоден. Температура льда антарктических ледников достигает минус 60 градусов Цельсия. Намного теплее лед гренландских ледников в среднем, минус 28 градусов Цельсия. И совсем теплые льды с температурой около 0 градусов Цельсия лежат на вершинах Альп. 56. Бриллианты горят. Жечь бриллиант легче, чем его золотую или платиновую оправу. При температуре выше 900 градусов Цельсия алмазы сгорают, не оставляя следа. 57. Стрелка компаса указывает не на Северный полюс, а на магнитный полюс Земли. Однако они отстоят друг от друга более чем на 530 километров. Искажение становится тем больше, чем ближе путешественник продвигается на север. А на линии между магнитным и северным полюсами стрелка компаса вообще показывает точно на юг. 58. Скорость света непостоянна и зависит от среды, в которой он распространяется. В вакууме скорость света равна 300 тысячам километров в секунду, в алмазе около 124 тысяч километров в секунду, а в охлажденном до минус 269 градусов Цельсия натрии менее 60 километров в час. 59. Швейцарские экономисты доказали, что курильщики не увеличивают расходы на здравоохранение. Чрезмерные расходы государства на поддержание здоровья курильщиков с избытком компенсируются сокращением расходов пенсионных фондов. Курильщики просто раньше умирают. 60. В 1960 году в Австралии было закончено строительство Великой Австралийской стены. Стена высотой около 2 метров и длиной в 5320 километров полностью пересекает континент. Только таким образом австралийские фермеры смогли, наконец, защитить стада овец от нападений собак динго. 61. При среднем размере тела в 3 мм блоха может прыгнуть на расстояние до 32 см. При такой прыгучести человек мог бы перепрыгнуть через 2 футбольных поля. 62. Волосы и ногти не продолжают расти после смерти. Это легенда. Немедленно после смерти деление всех клеток организма прекращается. 63. Количество воды, законсервированной в ледниках земного шара, в 7 раз больше содержимого всех пресных водоемов и рек. Если бы все ледники растаяли, уровень мирового океана повысился бы на 60 метров. 64. Тонизирующее действие женьшеня общеизвестно, однако с точки зрения медицины, женьшень ничуть не полезнее петрушки или сельдерея. 65. Вода гасит огонь посредством образования водяного пара. Пар окутывает источник пламени и препятствует подаче кислорода. Нагретая вода обратится в пар скорее, поэтому гасить огонь лучше кипятком.
66. Система коммуникации дельфинов настолько развита, что у каждого дельфина есть свое имя, на которое он откликается, когда к нему обращаются сородичи. 67. Из 400 видов ядовитых змей, известных науке, только 9 видов обитают в Европе. А в Ирландии вообще нет ядовитых змей, считается, что их всех изгнал с острова Святой Патрик. 68. На Северном полюсе теплее, чем на Южном. Северный полюс находится на уровне моря, а Южный на высоте 2,8 километра над уровнем моря. Кроме того, Северный полюс освещается Солнцем почти на неделю дольше, чем Южный. 69. Помидоры, баклажаны и сладкий перец привезли в Европу только в середине XVI века. Представьте себе кавказскую и средиземноморскую кухню без этих ингредиентов. 70. В 1960 году озеро Байкал по объему воды превышало Аральское море в 20 раз. В 2010 году в 320 раз. 71. По-украински Млечный Путь, чумацкий шлях. В старину на Украине чумаками называли торговцев солью. Видимо, по дороге домой из Таврии они рассыпали по небу соль. А Большую Медведицу на Украине все еще часто называют Давыдовой колесницей. 72. В мае 2010 года суд литовского города Клайпеда признал свастику историческим наследием Литвы. В Германии публичная демонстрация свастики карается лишением свободы до 2 лет. 73. Корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься. 74. Слово «деньги» произошло от тюркского тенге, мелкая серебряная монета в странах Древнего Востока. В настоящее время тенге – денежная единица в Казахстане. 75. Более половины населения земного шара никогда не видела снега. 76. Знаменитая энциклопедия Британика уже с 1901 года издается в США, а не в Великобритании. 77. В эпоху сухого закона в США половина заключенных тюрем приходилась на нарушителей именно этого закона. 78. Самое длинное животное на Земле не голубой кит, а медуза львиная грива. Ее щупальца достигают 37 метров в длину. 79. Самым мертвым водоемом на Земле является не мертвое море, в котором существуют некоторые грибки и бактерии, а озеро Смерти в Сицилии, с дна которого бьют источники концентрированной серной кислоты. Есть свое мертвое озеро и в России. Минерализация озера Эльтон в Волгоградской области достигает 500 грамм на литр, что в 1,5 раза превышает концентрацию солей в Мертвом море. 80. Итальянский кардинал, главный хранитель библиотеки Ватикана Джузеппе Мицофонти, свободно говорил на 39 языках и еще почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределов Италии. В 1835 году Александр Иванович Тургенев опубликовал в России его стихи на русском языке. Утверждают, что однажды кардинал выучил новый язык за одну ночь только для того, чтобы утром принять исповедь чужеземного преступника, приговоренного к смертной казни. 81. Единственное на планете море без берегов — Саргассово море. Оно названо так из-за обилия плавучих саргассовых водорослей, которые моряки называли морским виноградом, саргасса по-португальски виноград. Еще его называют кладбищем кораблей. Именно в Саргассовом море находится большая часть Бермудского треугольника. 82. 30 марта 1867 года Россия продала Аляску Америке за 7 миллионов 200 тысяч долларов, или менее, чем за 5 центов за гектар. В сегодняшних ценах это составляет около 110 миллионов долларов. 30 лет спустя на Клондайке было открыто золото, а запасы открытых в 20 веке месторождений нефти и газа оцениваются в 150-180 миллиардов долларов. 83. Город Ставрополь на Волге в 1964 году
был переименован в Тольятти в честь генерального секретаря Итальянской коммунистической партии Пальмиро Тольятти. 84. Среди людей, публикующих брачные объявления, 35% уже женаты или замужем. 85. Статуя Свободы находится не в Нью-Йорке. Остров Свободы, Либерти-Айленд, на котором она установлена, географически относится к штату Нью-Джерси. 86. Только в 1992 году Ватикан официально признал, что Земля вращается вокруг Солнца. 87. Стрижка никак не влияет на скорость роста волос. 88. Расход топлива пассажирского океанского лайнера в среднем составляет 40 тонн на 100 километров пути. 89. Пластмассовые штучки на концах шнурков называются пистончики, или иглеты, от французского агвил и таксельбанд. 90. Если вы попытаетесь охладить комнату, открыв холодильник, температура в комнате не понизится, а поднимется еще выше. Поступление теплого воздуха в камеру заставит холодильный агрегат работать с удвоенной нагрузкой, что приведет к его избыточному нагреву. 91. Моцарт вовсе не жил в бедности. Он получал щедрые гонорары. К примеру, за 1 час преподавания на фортепиано он выставлял счет в 2 гульдена. Для сравнения, его служанка получала 12 гульденов в год. Тем не менее, благодаря крайне расточительному образу жизни, он оставил гору долгов и действительно был похоронен в могиле для бедняков. 92. Общая длина книжных полок в библиотеке Конгресса США превышает 850 километров. В библиотеке работает 3600 человек, хранится более 40 миллионов книг и 60 миллионов рукописей. 93. За открытие пчелиного языка австрийскому зоологу Карлу фон Фришу в 1973 году была присуждена Нобелевская премия. Оказалось, что пчелы общаются друг с другом с помощью сложнейшего языка танца. Посредством множества замысловатых движений пчела-разведчица сообщает не только о расстоянии до ближайшего нектароносного участка, но и с удивительной точностью указывает направление к нему. Многие ученые отказывались верить, что пчелы используют такой сложный и своеобразный язык. Однако в 1992 году сомнения скептиков были развеяны. Созданный датскими учеными робот-пчела в точности повторил все фигуры описанного Фришем танца, и пчелы полетели именно туда, куда им указывал робот. 94. Самое смертельное заболевание — бешенство. Официально подтвержден только 1 случай выживания после этой болезни. 95. Ежи-хищники, их излюбленная пища — лягушки, черви и насекомые. Яблок и грибов еж не ест, и тем более не переносит их на своих колючках. 96. Весьма популярная в США игра шашматы представляет собой смесь шашек и шахмат. 97. У белых медведей черная кожа, а мех не белый, а прозрачный. 98. Название канарейка возникло от Канарских островов. Однако Ислас Канариес по-испански означает не птичьи, а собачьи острова. 99. Каждую секунду Солнце становится легче на 4 миллиона тонн. Масса, равная земной, сгорает за 50 тысяч лет. Однако даже при такой расточительности Солнце угаснет не менее чем через 5 миллиардов лет. 100. Надпись не содержит холестерина на упаковках растительного масла, не более чем рекламный трюк. Холестерин может содержаться только в животном жире. Кроме того, вред пищевого холестерина сильно преувеличен. С пищей мы получаем только 20% этого жизненно необходимого вещества, остальные 80% производит наш организм. 101. Чихнуть с открытыми глазами невозможно. 102. В 1792 году в Марселе во время безобидной игры в шары, петанг, погибло 38 человек. Дело в том, что на территории монастыря, где проходила игра, размещался пороховой склад,
а в качестве шаров игроки использовали пушечные ядра. 103. В Финляндии диагноз «интернет-зависимость» является причиной для освобождения от службы в армии. 104. Японская поговорка гласит: «Хороший муж всегда здоров, и его нет дома». 105. Сладкое вовсе не всегда означает калорийное. Широко используемые заменители сахара, такие как сахарин и аспартам, обладают нулевой калорийностью. 106. Иоганн Штраус, выступавший с концертами в Санкт-Петербурге в 1856 году, был представлен на афишах как Иван Страус. При нацистском режиме документы о рождении и браке Иоганна Штрауса были фальсифицированы в попытке сокрытия его еврейского происхождения. 107. Если 111 миллионов 111 тысяч 111 умножить на 111 миллионов 111 тысяч 111, то получится 123 456 789 876 543 21. 108. Впервые туалетная бумага в рулонах была произведена в США лишь в 1890 году, причем производитель, ныне всемирно известная фирма Scott, не решился печатать свое название на столь сомнительном товаре. 109. В период с 1949 по 1990 год на Земле было произведено более 2000 ядерных испытаний. Общее энерговыделение ядерных испытаний превысило 700 мегатонн, что сравнимо с энергией взрыва астероида диаметром около 200 метров. 110. Желтой расы не существует. Типичный китаец нисколько не желтее типичного француза. 111. Зажигалка была изобретена в 1823 году, на 3 года раньше спичек. 112. В 1863 году Жюль Верн написал книгу «Париж в 20 веке», в которой подробно описал метро, автомобиль, электрический стул, компьютер и даже интернет. Однако издатель отказался печатать книгу, и она была забыта более чем на 120 лет. Лишь в 1989 году правнук Жюля Верна обнаружил рукопись, и книга впервые была издана в 1994 году. 113. Арабские цифры придумали не арабы. Арабы лишь переняли эту форму записи чисел из Индии. 114. С 1927 по 1936 год в СССР рождественская елка была запрещена как религиозный пережиток, а в 1916 году по решению Священного Синода елка была запрещена как вредоносный немецкий обычай. 115. Книге рекордов Гиннесса принадлежит рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. В тот момент это было самое коммерчески успешное издание за всю историю книжной торговли. Книга была опубликована в 100 странах мира, тиражом более 100 миллионов экземпляров. 116. В действующей армии Китая 2 миллиона 250 тысяч солдат. В армии России около 1 миллиона 50 тысяч. В армии США менее 900 тысяч. 117. Алкоголь расширяет периферические кровеносные сосуды. Кровь устремляется к ним и быстро охлаждается, в результате чего температура тела падает. Именно поэтому алкоголь категорически нельзя употреблять, пытаясь согреться на морозе. 118. 85% мировой растительности приходится на океаны. 119. В Библии нет никаких указаний на то, что Иисус Христос родился именно 25 декабря. 120. В Лондоне в год выпадает 590 мм осадков, тогда как в Риме 760, а в Милане 1000 мм. На самом деле, дождливый Лондон – один из самых сухих городов Европы. 121. Собаки, обнюхав след, понимают, в какую сторону бежало животное. 122. В цилиндрах дизельного двигателя подаваемый воздух сжимается в объеме приблизительно в 20 раз, в результате чего разогревается до температуры самовоспламенения топлива,
около 900 градусов Цельсия. Это позволяет обойтись без свечей зажигания. А свечи накаливания необходимы для достижения требуемой температуры на морозе. 123. Паук-крестовик каждое утро съедает свою паутину, а затем плетет ее заново. 124. Во Франции голубей называют летучими крысами. Пытаясь контролировать численность птиц, муниципальные власти Парижа финансируют кормление голубей противозачаточными средствами. 125. Если сложить все числа, нанесенные на колесо рулетки казино, то получится 666. 126. Знаменитый символ Лондона Биг Бен на самом деле не является ни башней, ни часами. Это колокол, который весит 13 тонн. 127. Джон Макенрой, в прошлом первая ракетка мира, во время одного из матчей турнира в Уимблдоне 7 раз прерывал игру, чтобы завязать шнурки на обуви. 128. В Арктике нет пингвинов. Именно поэтому их не едят белые медведи. 129. Рембрандт написал 62 автопортрета, более всех других художников. 130. Согласно данным опроса, более 35% россиян уверены, что Шерлок Холмс – это реальный исторический персонаж. 131. Во время сильного ливня стакан объемом 200 мл наполняется дождевой водой менее чем за полчаса. 132. У индийского слона беременность длится более 25 месяцев. 133. Скорость звука в жидком гелии составляет всего 3,4 метра в секунду, тогда как в алмазе звук распространяется в 6 раз быстрее, чем в воздухе. 134. В Америке американские горки называют русскими. 135. Несмотря на обидное прозвище «маленький капрал», Наполеон вовсе не был коротышкой. При росте в 168 сантиметров Наполеон был выше среднего француза тех лет. 136. У мусульман пеликан считается священной птицей, предание гласит, что он носил в клюве камни для постройки святынь в Мекке. 137. Глава КНДР Ким Чен Ир родился 16 февраля 1941 года на территории СССР в селе Вятское, в 70 километрах от Хабаровска, и при рождении был назван Юрий Арсенович Ким. 138. Чтобы избавиться от зубной боли, древние египтяне прикладывали к деснам дохлую мышь, потому что у мышей особенно крепкие зубы. 139. Фернан Магеллан никогда не совершал кругосветного путешествия. Он прошел ровно половину пути и был убит в сражении на Филиппинах. Закончил путешествие Хуан Себастьян Элькано, его помощник. 140. Америка не обрела независимость 4 июля 1776 года. В этот день отцы-основатели Америки подписали Декларацию независимости, но война за эту независимость длилась еще 7 лет, и только 3 сентября 1783 года был подписан мирный договор между Америкой и английским королем Георгом III. 141. Самым распространенным элементом в земной коре является кислород. Его весовое содержание оценивается в 49% от массы земной коры. 142. В Австралии неявка граждан на выборы без уважительной причины наказывается крупным штрафом. 143. С 1 октября 1929 года до 1 декабря 1931 года в СССР действовал советский революционный календарь. В нем было 12 месяцев по 30 дней, а оставшиеся 5 дней имели собственные имена: День Ленина, 2 дня труда и 2 индустриальных дня. Так что в 1930 и 1931 годах в Советском Союзе существовало 30 февраля. 144. Самый ненавистный налог в Великобритании и США – это прогрессивный налог на наследство, который может достигать 55%. При этом в Канаде налога на наследство вообще нет.
145. Самый сильный адсорбент был получен в 1974 году из производного крахмала и акриловой кислоты. 1 грамм этого вещества способен удержать 1300 мл воды. 146. Самый острый перец в мире Нагая-Локия. Он культивируется в Юго-Восточной Индии, и его острота по шкале Сковилла превышает 1 миллион единиц. Это означает, что для того, чтобы не почувствовать жгучего вкуса, нужно растворить 1 грамм мякоти этого перца в 1000 литров сахарного сиропа. Для сравнения, острота перца халапеньо не превышает 8000 единиц. 147. Глубочайшая в мире буровая скважина Кольская сверхглубокая находится в Мурманской области. Ее глубина составляет более 12 километров. Температура в глубочайшей точке бурения составляет 220 градусов Цельсия. 148. 65% площади России – территория вечной мерзлоты. 149. Акулы едят все. В желудках этих хищников находили обломки лодок, автомобильные покрышки и даже рыцарские латы. 150. Через струйку воды шириной с иголку вытекает несколько кубометров воды в месяц. 151. Иглы защищают ежей от холода не хуже, чем шкуры защищают других животных. 152. В итальянской колоде игральных карт отсутствуют дамы. 153. Самой сильной кислотой, способной окислить даже кислород, является раствор пентафторида сурьмы во фтористом водороде. Активность этой кислоты практически невозможно измерить. 154. За свою 65-летнюю историю кремлевские звезды были отключены лишь дважды. В первый раз во время Великой Отечественной войны из соображений светомаскировки, а второй в 1996 году во время съемок фильма «Сибирский цирюльник». По просьбе режиссера Никиты Михалкова звезды были погашены ради максимальной исторической достоверности картины. 155. Самым тяжелым газом является гексафторид вольфрама. Его плотность настолько велика, что в нем может плавать пенопласт. 156. Чтобы не отрываться от написания очередного романа, Эмиль Золя привязывал себя к стулу. 157. Глазное яблоко не изменяет размер с рождения до конца жизни, а уши и нос все время растут. Размер глазного яблока у всех людей почти одинаков, он отличается лишь на доли миллиметра. 158. Самый тугоплавкий металл на Земле – вольфрам. Его температура плавления составляет 3420 градусов Цельсия. Из вольфрама изготавливают нити накаливания для электрических лампочек. 159. Тупорылая акула или акула-бык, достигающая 3,5 метров в длину и веса до 300 кг, может заплывать далеко в реки. Их наблюдали в реке Миссисипи в районе Сент-Луиса, в озере Мичиган, в Ганге и Амазонке. Акула-бык весьма агрессивна, известны случаи нападения на людей. 160. Кусаются только комары-самки, которым необходим протеин для откладывания потомства. При выборе жертвы самка комара ориентируется на тепловое излучение и запах молочной кислоты, содержащейся в поте. Самцы комаров питаются только цветочным нектаром. 161. Желтый цветок куриная слепота, как в народе называют лютик едкий, действительно ядовит. Если его сок попадет в глаза, это вызовет острую резь и боль в глазах. Своим странным названием лютик обязан курам, которые, как известно, не видят в темноте. 162. По прочности на растяжение бамбук в 11 раз прочнее стали. 163. Самую высокую растворимость в воде среди твердых веществ имеет гипофосфид талия. Его растворимость составляет 71,5 кг на 1 литр воды при температуре кипения. 164. Забавные мишки-коалы не медведи, а сумчатые. Они питаются исключительно листьями эвкалипта и никогда не пьют. 165.
Самым сильным ядом является ботулинический токсин типа А. Он в 750 раз токсичнее отравляющего газа зарина. 166. Сердце синего кита бьется 9 раз в минуту и достигает размера среднего автомобиля. Самый большой синий кит в истории был выловлен норвежскими китобоями в 1926 году. При длине в 34 метра кит весил 177 тонн. 167. Миллионный житель Москвы родился в 1897 году. 168. Название вина вермут происходит от немецкого слова «вермут», означающего полынь. 169. Полное имя великого Пикассо – Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусина Мария де лос Ремедиас Киприана де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисия Руис и Пикассо. 170. Один из главных пунктов закона доброго самаритянина в США состоит в том, что пострадавший не может предъявить иск за неправильно оказанную первую помощь. 171. Длина гигантского кальмара достигает 18 метров. На телах кашалотов-китобои часто наблюдали глубокие рубцы от присосок. 172. В штате Огайо есть город под названием Россия, Раша. В России проживает всего 640 жителей. 173. Во всех фильмах Георгия Данелии в титрах в списке фамилий актеров всегда был указан некий Р. Хабуа. Однако Рене Хабуа вообще никогда в кино не снимался. Просто он закадычный друг знаменитого режиссера. 174. Архипелаг Северная Земля является самой последней группой островов, нанесенных на карту в период с 1930 года по 1932 год. После этого на карте Земли не осталось белых пятен. 175. Самое сладкое вещество, используемое в пищевой промышленности, неотам. Он в 7000 раз слаще сахара. 176. Кошмар всех вратарей пенальти в 1890 году изобрел вратарь из Северной Ирландии Уильям МакКрам. Его идею футболисты назвали «Дес пенальти» – смертная казнь, оттуда и возникло название. 177. Теорию категории раздел математики, изучающий свойства отображения между объектами, сами математики называют абстрактной чепухой. 178. В 897 году папа Стефан VII инициировал беспрецедентный в истории Ватикана трупный синод. Он приказал вырыть из могилы труп своего предшественника папы Формоза, одеть его в папские одежды и посадить на скамью подсудимых. В ходе судебного разбирательства Формоза обвинили в нарушении церковного права. С него сняли папские одежды, отрубили ему 3 пальца правой руки, которой он благословлял народ, и труп бросили в Тибр. Поступок Стефана настолько возмутил население Рима, что вскоре он сам был заключен в тюрьму и там задушен. 179. Если летучая мышь больна и не может вылететь на охоту, ее соседи подкармливают ее. 180. Настоящие вампиры не умеют сосать кровь. Летучая мышь большой вампир прокалывает кожу, резцами и не сосет, а слизывает выступающие капельки крови. 181. Левши составляют не более 15% от числа всех людей на планете, однако среди выдающихся личностей левшей значительно более 15%. Среди великих левшей Александр Македонский, Гай Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Моцарт, Жанна Дарк, Барак Обама и Леди Гага. 182. Глаза хамелеона двигаются независимо друг от друга, поэтому он может смотреть в 2 разных направлениях одновременно. 183. По приказу Адмиралтейства Англии, чтобы предотвратить воровство, с 1776 года во все канаты для военного флота при производстве начали вплетать красную нить. Вплеталась нить таким образом, чтобы ее нельзя было удалить даже из небольшого куска каната. Отсюда возникло выражение «мысль, проходящая красной нитью», то есть мысль,
без которой не может обойтись повествование. 184. В 1626 году директор Новых Нидерландов Петер Минейт выкупил у местных индейцев весь остров Манхэттен за вещи, стоившие тогда $24. Эта сумма сегодня эквивалентна приблизительно $500. Нынешняя оценка земель острова значительно превышает $50 миллиардов. 185. Защищая термитник, в качестве крайней меры, термиты-защитники взрываются, обездвиживая нападающих клейким содержимым своих тел. 186. Эмбрионы тигровой акулы борются друг с другом в чреве матери. Рождается лишь один, съевший всех остальных. 187. Южноамериканская тростниковая жаба ага имеет особые железы за глазами, которые выделяют ядовитую жидкость. В случае опасности она выстреливает струей яда на расстояние до 30 сантиметров. 188. Жители Китая считают, что в радуге 5 цветов. Для жителей США типичным ответом будет 6 цветов, в то время как жители России насчитывают их 7. 189. Между островом Ратманова, принадлежащим России, и островом Крузенштерна, принадлежащим США, расстояние всего 3,7 километра. Между этими островами в Беринговом проливе проходит государственная граница. 190. Пингвины могут пить морскую воду. Избыток солей концентрируется в специальных солевых железах и выводится через ноздри. 191. Население Токио с пригородами насчитывает 35 миллионов человек. Это больше, чем население всей азиатской части России, включающей Сибирь и Дальний Восток, и занимающей около 80% ее территории. 192. Разговоры во сне, с медицинской точки зрения, считаются нормой. Известно, что способность говорить во сне связана со сновидениями и передается по наследству. Интересно то, что немые тоже разговаривают во сне, но на языке жестов. 193. 1% людей может видеть инфракрасное и еще 1% ультрафиолетовое излучение. 194. У коз, овец и осьминогов прямоугольные зрачки. 195. До 1914 года все вооружение аэропланов составляли личные револьверы летчиков. Встретившись в воздухе, неприятели обменивались одиночными выстрелами или пытались подняться выше вражеского самолета, чтобы сбросить на него бомбу. 196. Кит не пускает фонтанчики, он так выдыхает струю углекислого газа, окутанную брызгами. Жирность молока кита 50%. 197. Любимую всеми песенку «В лесу родилась елочка» в декабре 1903 года написала поэтесса Раиса Адамовна Кудашова. 198. Песня «Калинка» не является русской народной, она была написана в 1860 году русским композитором и литератором Иваном Петровичем Ларионовым. 199. Умножьте 37037 на любую цифру от 1 до 9, а затем умножьте полученную сумму на 3. Получится весьма интересный результат. 200. В 1958 году по инициативе Мао Цзэдуна в рамках «Большого скачка» была организована кампания по борьбе с вредителями полей. В течение 3 месяцев были истреблены 2 миллиарда воробьев, и одновременно была резко увеличена плотность посевов. В результате, уже через год урожаи резко уменьшились, и в стране наступил Великий Китайский голод, от которого погибло до 30 миллионов человек. Популяцию воробьев пришлось срочно восстанавливать, в том числе за счет импорта этих птиц из СССР и Канады. 201. Теплопроводность стекла настолько мала, что концы стеклянной палочки, раскаленной посередине, остаются холодными. 202. Учитель Аристотеля Платон был не только величайшим философом, но и двукратным олимпийским чемпионом по панкратиону, боевому искусству, совмещающему боксерские удары и борьбу.
203. На флаге Мозамбика изображен автомат Калашникова. Это единственный в мире флаг, на котором есть изображение современного оружия. 204. Плоды земляники, клубники и малины не ягоды, а орехи. Вкусная красная мякоть, которую все так любят есть, на самом деле является разросшимся цветоложем, а мелкие семечки-орешки на ее поверхности и есть плоды. А вот арбуз, тыква и дыня – настоящие ягоды. 205. Птицы киви откладывают самые большие яйца по отношению к массе собственного тела. Яйцо весом до 500 граммов составляет около 1/4 массы самой птицы. Вес страусиного яйца достигает 2 кг, однако при этом не превышает 2% массы страуса. 206. Частички дождя вовсе не имеют классической каплевидной формы, они падают в виде почти идеальной сферы. 207. Самым легкоплавким металлом, а также самой тяжелой жидкостью является ртуть. Ртуть плавится уже при минус 39 градусах Цельсия. 208. Приняв капитуляцию, 9 мая 1945 года Советский Союз не подписал мир с Германией, то есть остался с Германией в состоянии войны. Формально война с Германией была окончена 21 января 1955 года после принятия Президиумом Верховного Совета СССР соответствующего решения. 209. Яд маленького скорпиона обычно токсичнее яда скорпиона крупного. 210. Фирменным рецептом одного американского ресторана, где в 1853 году работал Джордж Крам, был картофель фри. Однажды посетитель вернул жареный картофель на кухню, пожаловавшись на то, что он слишком толстый. Крам, решив подшутить над ним, нарезал картофель буквально бумажной толщины и обжарил. Таким образом он изобрел чипсы, которые стали самым популярным блюдом ресторана. 211. Понятие по часовой стрелке образовалось благодаря Солнцу и вращению Земли. Первые часы были солнечными, и тень совершала круг по направлению, которое в дальнейшем было использовано и для механических часов. 212. В Китае больше людей говорит по-английски, чем в США. 213. Если курице сунуть голову под крыло и повернуть ее вверх тормашками, она заснет. 214. Рейкьявик, столица Исландии, самая северная в мире столица государства. Однако благодаря воздействию теплых вод Гольфстрима, средняя зимняя температура в Рейкьявике на 0,2 градуса Цельсия выше, чем в Нью-Йорке. 215. Основателями двух конкурирующих немецких компаний, Adidas и Puma, были родные братья Адольф и Рудольф Даслеры. 216. Самая крупная кость в организме бедренная, она крепче бетона и может выдержать вес более 1,5 тонн. 217. За последние 125 лет Афганистан менял государственный флаг 23 раза. 218. В самолетах большинства авиалиний в Европе и США отсутствует 13-й ряд сидений. 219. Самым большим пиратским флотом в истории командовала женщина. Китайская морская разбойница XIX века Чжэн Ши, более известная под именем Мадам Цзинь, командовала флотом в 2000 судов и имела под своим началом более 70 тысяч пиратов. 220. Рост самцов гориллы достигает 2 метров, а масса 250 килограмм. А самые маленькие обезьянки – это игрунки или мармозетки. Рост этих малюток всего 15 сантиметров, а вес не превышает 250 граммов. 221. Самая высокая гора на Земле вовсе не Эверест. Если измерять высоту от земной коры до вершины, то вулкан Мауна-Кеа на Гавайях является самой высокой горой на Земле, его высота составляет более 10 километров. Однако только 4245 метров находится над поверхностью моря. 222. Самый большой водопад на планете находится под водой. В Датском проливе
Между Исландией и Гренландией на протяжении 200 километров каждую секунду с высоты в несколько километров в Атлантику сбрасывается 5 миллионов кубических метров воды. Холодная, и поэтому плотная и тяжелая, вода Северного Ледовитого океана сбрасывается в теплую воду Атлантического океана. Для сравнения, самый полноводный водопад над уровнем моря Гуаира в Бразилии сбрасывает всего 13 тысяч кубических метров воды в секунду. 223. Рекорд долгожителя среди всех живых существ принадлежал слоновой черепахе Адвайту, которая умерла в зоопарке Калькутты в 2005 году в возрасте 250 лет. 224. В Каире, население которого 18 миллионов человек, в 2009 году было всего 10 действующих светофоров. 225. Вознесенская церковь на Большом Соловецком острове единственная в мире действующая церковь-маяк. 226. Зимой в первую очередь надо позаботиться о перчатках, а не о шапке. Человек на морозе теряет с поверхности рук больше тепла, чем с непокрытой головы. 227. Таможенная служба США конфискует до 3 миллионов шоколадных яиц в год. В США действует закон, который запрещает вкладывать несъедобные предметы в продукты питания. 228. Домашний индюк, вскормленный в США в штате Кентукки, весил 39 килограмм. Это, конечно, не страус, который может весить до 170 килограмм, но тем не менее, он в 3 раза тяжелее самой большой летающей птицы альбатроса. А самая маленькая птичка в мире, пчелиная колибри, весит всего 1,5 грамма. 229. Самая большая жемчужина в истории, весом 6,4 килограмма, была добыта в 1934 году на Филиппинах. В ценах 2011 года ее оценочная стоимость превышает $40 миллионов. 230. Держателя любой банковской карты нельзя называть ее владельцем, все кредитные карты всегда принадлежат банку-эмитенту. 231. Изображенные на купюрах достоинством в 10 и 100 долларов Александр Гамильтон и Бенджамин Франклин никогда не были президентами США. 232. Комары являются самыми опасными для человека животными на Земле. Будучи переносчиками более сотни смертельных заболеваний, включая малярию, желтую лихорадку и энцефалит, они ежегодно убивают до 3 миллионов человек. 233. Иван Семенович Барков, широко известный в XVIII веке как автор срамных стихотворений, отказался переводить некоторые басни римского баснописца Федра из-за их непристойного содержания. 234. Острова Баунти не имеют ничего общего с тропиками. Это лишенные растительности, субантарктические необитаемые острова в Тихом океане, на которых водятся только пингвины, альбатросы и тюлени. 235. Чарльз Осборн из штата Айова, США, начал икать в 1922 году. Он вел нормальный образ жизни, был дважды женат и имел 8 детей, а икать перестал лишь через 68 лет, в 1990 году. 236. Веерной кокосовой пальме, произрастающей на Сейшельских островах в Индийском океане, принадлежат самые крупные семена на свете. Вес одного семени может достигать 18 килограмм. 237. Самка щетинистого ежа, обитающего на Мадагаскаре, обладает самым многочисленным потомством среди млекопитающих. В одном помете она приносит до 35 детенышей. 238. Самый большой моллюск тридакна обитает в теплых водах Индийского океана. Ее раковина может достигать 2 метров в диаметре и 250 килограмм веса. 239. Среди насекомых встречаются настоящие гиганты. Тропический палочник достигает в длину 33 сантиметра, размах крыльев мотылька Итакус этлес больше, чем у ласточки, а африканский жук Голиаф больше хомяка и по весу, и по размеру. 240.
Бывший президент США Джимми Картер утверждал, что в 1969 году в Лире, штат Джорджия, он видел НЛО. 241. Суммарная площадь двух федеральных округов России, Дальневосточного и Сибирского, на 1 миллион квадратных километров больше, чем площадь всей Европы. 242. Самое большое пресноводное озеро в Латинской Америке – озеро Никарагуа. Это единственное в мире пресноводное озеро, в котором водятся акулы. 243. У Джона Гетти, одного из самых богатых людей в мире, дома был установлен платный телефон-автомат. 244. Руководствуясь проповедями католического фанатика Джеролама Савонаролы, в 1495 году великий Боттичелли жег несколько своих картин. 245. Сэр Шон Коннери, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус», в 2000 году посвященный в рыцарское звание, королевой Елизаветой II, в молодости занял 3-е место на конкурсе по бодибилдингу «Мистер Вселенная». 246. Столица Словакии Братислава является единственной столицей мира, которая непосредственно граничит с двумя другими государствами – Австрией и Венгрией. В период с 1536 по 1784 год Братислава была столицей Венгрии. 247. Брэду Питту с 1997 года запрещен въезд в Китай из-за его роли в фильме «7 лет в Тибете». 248. Ведущий популярной телепередачи «Мисс Бастерс», «Разрушители легенд» Джейми Хайнеман в 1978 году получил диплом Университета Индианы по русскому языку и литературе. 249. Самый популярный вид спорта в Таиланде – запуск воздушных змеев. 250. По распространенной легенде, Юлий Цезарь родился посредством кесарево сечения, в честь чего и возникло название этой операции. Однако в Древнем Риме кесарево сечение применялось только для спасения плода, мать при этом всегда погибала. Мать же Юлия Цезаря, Аврелия Кота, дожила до глубокой старости. 251. В исландском языке вместо фамилии используется отчество. То есть Свен Эриксон является сыном Эрика, а его сын будет иметь фамилию Свенсон. 252. 8 ноября 1925 года Ленинградский совет постановил разрушить Петропавловскую крепость, а на ее месте построить стадион. 253. Ван Гог не отрезал себе ухо. В декабре 1888 года, незадолго до самоубийства, во время ссоры из-за женщины, сильно выпивший Ван Гог набросился на своего приятеля Поля Гогена. Однако француз был прекрасным фехтовальщиком. Он выхватил шпагу и, защищаясь, отсек другу правое ухо. 254. В гонках Формулы-1 нет болида под номером 13. 255. В 1980 году на вооружении советской армии состояло около 68 тысяч танков. В армии США в это же время было 11 800 танков. 256. В возрасте до 6-7 месяцев ребенок может дышать и глотать одновременно. Затем эта способность утрачивается. 257. Баба Адаму — это совсем не Ева. Так зовут нападающего национальной сборной Ганы по футболу. 258. В 1948 году Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина, ВосХНИЛ, объявила генетику лженаукой. 259. В захваченной канцелярии Третьего Рейха советские бойцы нашли накрытый стеклянным колпаком скорострельный авиационный пулемет «ШКАС» и находившийся при нем личный приказ Гитлера, гласивший о том, что тульский пулемет будет находиться в канцелярии до тех пор, пока немецкие оружейники не создадут лучший. 260. Первооткрыватель золота в Калифорнии Джеймс Маршалл обнаружил золотоносную жилу в январе 1848 года. Находка Маршалла положила начало
самой знаменитой золотой лихорадки, однако сам он не заработал на этом ни цента, так как земля принадлежала не ему. Он начал пить и умер в сточной канаве. 261. Боб Марли был похоронен с гитарой, футбольным мячом, Библией, кольцом, подарком эфиопского принца и запасом марихуаны. 262. Далее самая живучая рыба в мире. В пресных водоемах Чукотки и Аляски она выживает, вмерзая в лед на несколько месяцев. 263. Рыба Абисобратула галеси была обнаружена в желобе Пуэрто-Рико на глубине 8370 метров. Давление на такой глубине превышает 800 атмосфер или 800 кг на 1 квадратный сантиметр. 264. На Земле насчитывается более 9800 видов птиц, причем 60% всех видов птиц принадлежит к отряду воробьиных. 265. Подвиг крейсера «Варяг» восхитил даже противника, так как русские поступили по канонам самурайской чести. После войны японское правительство создало музей памяти героев «Варяга» и в 1907 году наградило капитана крейсера Всеволода Федоровича Руднева орденом Восходящего Солнца. 266. У лягушки Какоа, проживающей в джунглях Колумбии, самый сильный яд из всех известных животных ядов. Он в 30 раз токсичнее яда кобры. 267. Самое высокое дерево на Земле – калифорнийская секвойя гиперион, высота которой превышает 115 метров. А самое толстое – танзанийский баобаб с диаметром ствола – более 16 метров. 268. Лев является государственным символом более 30 стран. 269. Большая панда – единственный медведь, который не впадает в спячку. Панда питается исключительно побегами бамбука, но из-за того, что это крайне низкокалорийная пища, панда вынуждена жевать по 14 часов в день, и спать ей просто некогда. 270. Узкоротые змеи настолько тонкие, что могут проползти через отверстие в карандаше, если из него извлечь стержень. 271. У всех сороконожек нечетное количество пар ног, причем ни у одной нет ровно 40 ног. 272. Адольф Гитлер до сих пор остается почетным гражданином чешского города Ланшкроуна. По словам мэра города Мартина Касталя, город не может переписывать свою историю. 273. Австралийский свирепый тайпан – самая ядовитая змея на Земле. В одном ее укусе содержится до 50 мг яда, этого достаточно, чтобы убить около 100 человек. 274. Знаменитый Форт Нокс, хранилище золотых запасов США, находится на территории одноименной действующей танковой военной базы в штате Кентукки. В хранилище находится 4176 тонн золота в слитках. Его стоимость в январе 2011 года составляла свыше 220 миллиардов долларов. 275. Перуанка Лина Медина – самая молодая мать в истории. В 1939 году она родила в возрасте 5 лет. 276. Самое большое птичье гнездо на Земле было обнаружено в 1987 году во Флориде. Диаметр гнезда американских белоголовых орланов составил 2,5 метра, а вес превышал 2 тонны. 277. Традиционным рождественским лакомством венгров и словаков является мед с чесноком. 278. Размах крыльев странствующего альбатроса достигает 3,7 метра, это абсолютный рекорд среди птиц. При этом самая мелкая морская птица тоже альбатрос, только малый альбатрос. 279. Гордый павлин выглядит жалким воробышком на фоне иокогамского петуха феникса, длина хвостовых перьев которого достигает 6 метров. 280. Люди ежегодно съедают 52 миллиарда кур и около 3 миллиардов уток. 281.
Пара выращенных в неволе гиацинтовых ара самых крупных и самых редких на Земле попугаев стоит более 50 тысяч долларов. Отлов диких ара категорически запрещен. 282. На протяжении 4 серий боевика Рэмбо лично убил 370 человек. 283. Самый большой дождевой червь на Земле, гигантский австралийский червь, достигает 2 метров в длину. 284. Науке уже известно более 1 миллиона видов насекомых, и ежедневно ученые открывают в среднем до 30 новых видов. 285. До недавнего времени считалось, что самое старое дерево на Земле – это гигантская сосна, растущая на западе Калифорнии, возраст которой превышает 4900 лет. Однако в 2008 году на западе Швеции ученые обнаружили канадскую ель, которая является новым побегом из ствола рухнувшей древнейшей ели, которой уже больше 9500 лет. Таким образом, это сейчас самое старое дерево на нашей планете. Эта ель проросла из семечка еще во время ледникового периода, однако до сих пор дает новые побеги. 286. Кожа является самым большим органом человеческого тела. Ее вес составляет 15% от массы тела. 287. Как известно, в поисках влаги корни верблюжьей колючки прорастают на глубину более 20 метров. А корни дикого фикуса в Южной Африке достигают глубины 120 метров. 288. Бамбук – это трава семейства злаковых. Однако эта травка может расти со скоростью до 1 метра в сутки и достигать 40 метров в высоту. 289. Все ветряные мельницы вращаются против часовой стрелки, за исключением находящихся в Ирландии. Причина неизвестна. 290. Возраст некоторых наскальных видов лишайников в Арктике достигает 4500 лет. 291. Если первый день месяца воскресенье, то 13 число обязательно выпадет на пятницу. 292. Рафлезия, растущая в джунглях Суматры, является самым крупным цветком в природе. Цветок достигает 1 метра в поперечнике и весит до 10 килограмм. 293. В Швейцарии 3 государственных языка, но ни на одном из них на почтовых марках не пишется название страны. Вместо этого используется традиционное название страны XVIII века Хелветия. 294. На талиповой пальме на юге Индии развивается самое огромное соцветие. Эта пальма цветет и плодоносит всего 1 раз в жизни, после чего погибает. Соцветие достигает 14 метров в длину и 12 метров в ширину. В нем до 100 тысяч отдельных цветков. 295. Самое массивное растение на Земле весит 1385 тонн. Это гигантская секвойя Генерал Шерман в национальном парке Секвойя в Калифорнии. 296. Самое быстрорастущее дерево на Земле – тропическая серповидная альбиция. Она растет со скоростью более 10 метров в год. А самое медленно растущее дерево – мексиканский дион, который прибавляет всего 7-8 мм в год. 297. В Минске есть станция метро Московская, в Москве Киевская, а в Киеве Минская. 298. Редкое растение пуа, растущее в перуанских Андах, впервые зацветает в возрасте не моложе 150 лет и вскоре после цветения погибает. 299. Съемочная группа серии «Знакомство» фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» столкнулась с принципиальной ошибкой Конан Дойля, допущенной в рассказе «Пестрая лента». Змеи не могут ползать по свободно висящей веревке, им необходимо твердое основание. Поэтому удалось снять только змею, высовывающуюся из отверстия в стене. 300. Республика Науру – единственное в мире государство без официальной столицы. 301. Самой урожайной зерновой культурой является кукуруза.
У пшеницы в колоске обычно 30 зерен, а в початке кукурузы до 1000. 302. Скорпионы могут обходиться без еды более года. Кроме того, скорпиона можно заморозить на несколько недель, после чего разморозить, и он останется жив и здоров. 303. Отпечатки пальцев коала неотличимы от отпечатков пальцев человека даже под микроскопом. 304. Длина языка дятла превышает длину его тела. Такой язык не может поместиться в клюве птицы, поэтому с помощью специальных мышц он обвит вокруг черепа дятла. 305. Во время Второй мировой войны только 6 американцев погибли в результате военных действий на территории континентальной Америки. Они были убиты во время пикника японской бомбой, прикрепленной к воздушному шару. Осенью 1944 года японское командование отправило 9000 таких шаров через Тихий океан в направлении Америки. 306. Гиппопотамы убивают в Африке больше людей, чем львы и крокодилы вместе взятые. Самцы гиппопотамов могут развивать скорость до 48 км в час, и они настолько агрессивны, что часто преследуют свою жертву даже на суше. 307. Во время Всероссийской переписи населения 2002 года более 43 тысяч человек назвали национальность, не признаваемую современной этнографией. Среди названных национальностей были, в частности, гномы, лешие, хоббиты, чучмеки, марсиане и джедаи. 308. Во время съемок фильма «Рокки IV» Сильвестр Сталлоне потребовал от Дольфа Лундгрена работать в кадре в полный контакт. Лундгрен согласился и тут же сломал Сталлоне 3 ребра. 309. Среди необычных фобий, пожалуй, самыми странными являются аурофобия, боязнь золота, и плутофобия, боязнь богатства. 310. Древние римляне делали статуи знаменитостей, в основном из гипса. В зависимости от политической ситуации, головы гипсовых статуй иногда заменяли на другие. 311. Одной из самых страшных казней в Древнем Китае была казнь лишением сна. 312. Смертельная для человека доза соли составляет всего 3 грамма на 1 килограмм веса тела, то есть в среднем около 250 граммов. 313. Коста-Рика – единственная страна в мире, где Конституция запрещает наличие армии. 314. Самому молодому покорителю Эвереста, Джордану Ромеро из США, было 13 лет, самому пожилому, непальцу Бахадуру Ширхану, 76 лет. 315. До 1703 года чистые пруды в Москве назывались поганными прудами. До включения прудов в состав имения князя Александра Даниловича Меньшикова и очистки, в них сбрасывались отходы располагавшихся неподалеку мясных лавок. 316. Авокадо – самый питательный фрукт в мире. В 100 граммах авокадо 163 килокалории. В 100 граммах яблока не более 50 килокалорий. В 100 граммах банана 90 килокалорий. 317. Национальный гимн Греции, гимн свободе, состоит из 158 четверостишей. 318. В Ботсване и Зимбабве пастухи часто вместо собак используют обученных страусов. 319. Парламент Исландии, Альтинг, считается старейшим из существующих в мире. Впервые парламент собрался в 930 году. 320. Самые крупные победы в истории чемпионатов мира по футболу принадлежат Венгрии. В 1954 году Венгрия выиграла у Южной Кореи со счетом 9-0, а в 1982 году у Сальвадора со счетом 10-1. 321. Наибольшее число голов в одном матче чемпионатов мира по футболу 5 забил Олег Соленко в матче Россия-Камерун в 1994 году. Счет встречи был 6-1. 322. Александр Шавковский, Украина, единственный вратарь в истории, не пропустивший ни одного мяча в серии послематчевых пенальти.
Он удержал ворота в матче Украина-Швейцария на чемпионате мира 2006 года. 323. 25 июня 2006 года на чемпионате мира по футболу в матче между Португалией и Голландией российский судья Валентин Иванов выдал 16 желтых карточек и произвел 4 удаления. Это рекорд чемпионатов мира. 324. На вершине Эвереста действует скоростной беспроводной интернет. 325. Таких видов рыб, как лосось и форель, не существует. Это собирательное название более 3 десятков видов рыб семейства лососевых. 326. Извечная мечта алхимиков о превращении неблагородных металлов в золото была осуществлена в 1947 году. В ядерном реакторе лаборатории ядерной химии в Лос-Аламосе, штат Невада, из 100 мг ртути было получено 35 микрограмм золота. Сегодня это золото можно увидеть в Чикагском музее науки и промышленности. 327. Давление в бутылке шампанского более 6 атмосфер, что примерно в 3 раза больше, чем в автомобильной шине. А скорость выстрела пробки 13 метров в секунду, поэтому при попадании ее в лицо не избежать серьезной травмы. 328. Слово «школа» происходит от древнегреческого «скол», что означает «досуг», «отдых». 329. Слово «камикадзе» означает «божественный ветер». 330. В Китае подделывают не только продукцию известных брендов, но и говядину, и куриные яйца. 331. В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый самодвижущийся экипаж с бензиновым двигателем. А первый электромобиль был создан Томасом Давинпортом в Вермонте, США, в 1835 году, на полвека раньше. Первый рекорд скорости, превысивший 100 км в час, был установлен на электромобиле в 1899 году. И первое зарегистрированное ДТП в истории произошло в 1896 году, также с участием электромобиля. Источником энергии первых электромобилей являлись беззарядные батареи большой емкости. 332. Всемирный день книг и авторского права отмечается 23 апреля. Именно в этот день, в 1616 году, умерли 3 великих писателя Гарсиласа де ла Вега, Мигель Сервантес и Уильям Шекспир. 333. Австрийский композитор Иоганн Альбрехтсбергер был настолько раздражен упрямством своего ученика, что однажды воскликнул: «Этот тупица ничему не научился и никогда ничему не научится». Ученика звали Людвиг ван Бетховен. 334. До конца жизни, каждый раз, прежде чем приступить к сочинению музыки, Бетховен опускал голову в таз с ледяной водой. Вероятно, именно из-за этого уже к 30 годам он потерял слух. 335. Шоколад весьма токсичен для животных. Небольшую птицу убьет менее 10 граммов шоколада, собаку не более 200. В отличие от человека, животные не могут расщеплять содержащийся в шоколаде алкалоид теобрамин. 336. В Новой Зеландии вообще нет комаров. Это рай. 337. Взрыв вулкана Кракатау в 1883 году вызвал самый громкий грохот, когда-либо услышанный в истории. Звук взрыва был слышен на расстоянии более 5000 километров. 338. В Соединенных Штатах Америки не 50 штатов, а 46. Еще 4 – Массачусетс, Вирджиния, Пенсильвания и Кентукки – не штаты, а содружество. 339. Имя главного героя мультсериала «Шрек» происходит от слова, означающего на идише «страх». 340. Самая большая пушка в истории Дора была построена в Германии в 1937 году. Вес этого орудия калибром 800 мм составлял 1350 тонн, вес снаряда 8 тонн, а дальность прицельной стрельбы 40 км. Общая численность личного состава
привлеченного к обслуживанию орудия, составляло более 4000 солдат и офицеров. Орудие было применено при штурме Севастополя в 1942 году и подавлении Варшавского восстания в октябре 1944 года. 341. Негритосы – это научное название группы темнокожих народов, синоев, симангов и аэта, проживающих в тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии. 342. Древние греки никогда не называли небо голубым, для них оно было бронзовым. 343. Словарь языка Шекспира несравнимо богаче словаря любого другого англоязычного писателя. Он составляет более 24 тысяч слов, из которых более 1700 слов Шекспир создал сам. 344. Самое большое число, используемое в математических расчетах, число Грэма. Число это настолько велико, что всех атомов во Вселенной не хватило бы, чтобы его записать. 345. Более 1% населения США находится в тюрьмах. Относительно количества населения страны, это в 6 раз больше, чем в Китае. Больше 18-летних афроамериканцев находятся в тюрьмах, чем в колледжах. 346. В атмосфере фтора вода горит не хуже самых горючих жидкостей. 347. В Болгарии кивание головой обозначает «нет», а мотание влево-вправо «да». 348. Между островами Бали и Ломбок в Индийском океане всего 23 километра. Однако, несмотря на близкое соседство, на этих двух островах живут совершенно различные животные. По словам известного биолога Стюарта Уоллеса, эти острова отличаются своей фауной больше, чем Англия от Японии. 349. Среди долгожителей, переживших столетний рубеж, 85% женщины. 350. В среднем, каждые 6 часов ученые открывают новый вид жуков. Из всех известных науке насекомых 2/3 составляют жуки. 351. Самой крупной отдельной клеткой живого организма на Земле является яйцо страуса. 352. На плантациях кокосового ореха в Малайзии и Таиланде в качестве сборщиков используются обезьяны. 353. Чтобы заглушить звук выстрела смехом публики, Джон Бук застрелил Авраама Линкольна во время самого веселого эпизода пьесы, которую прекрасно знал, будучи профессиональным актером. 354. При укладке каменных блоков Великой Китайской стены в качестве строительного раствора употреблялась клейкая рисовая каша с примесью гашенной извести. 355. В июне 2005 года жительница штата Юта Кэролайн Смит на аукционе eBay продала право навсегда вытатуировать чью-либо рекламу на своем лбу за $15 тысяч. Этим предложением воспользовалось популярное российское казино Golden Palace. 356. Для полной остановки груженного супертанкера требуется не менее 5 морских миль. 357. Борцам сумо любого уровня под страхом дисквалификации запрещено водить автомобиль. 358. Из всех живых существ только люди, шимпанзе и дельфины занимаются любовью ради удовольствия. 359. Арахис используется при изготовлении динамита. Арахисовое масло является сырьем для производства глицерина, из которого в свою очередь производится динамит. 360. Нижегородский завод шампанских вин в годы Великой Отечественной войны поставлял для фронта бутылки с коктейлем Молотова. 361. Ураган высшей, 5-й категории в течение одного дня генерирует столько же энергии, сколько все человечество потребляет за 70 лет. 362. Столетняя война между Англией и Францией продолжалась с 1337 по 1453 год, то есть не 100, а 116 лет. 363.
10% атомной электроэнергии в США производится из утилизированного ядерного оружия, в том числе российского. 364. Извечный вопрос о курице и яйце в Библии решается просто. В главе 1 книги Бытия четко сказано: «И сотворил Бог рыб больших, и всякую птицу пернатую, и увидел Бог, что это хорошо». Так что курица появилась раньше яйца. 365. До недавнего времени деревенька Кайзерталь в австрийских Альпах находилась в географической изоляции, единственной связью поселка с внешним миром была деревянная лестница в 280 ступенек. Для решения транспортной проблемы 30 жителей деревни в 2008 году был построен тоннель через гору. Цена проекта составила $9 миллионов. Причем во избежание наплыва туристов, правом на проезд по тоннелю обладают только местные жители. 366. Каждая зебра имеет уникальный рисунок из черных и белых полос, подобно отпечаткам пальцев у человека. По рисунку детеныш зебры узнает свою мать. Первое время после рождения жеребенка она прикрывает его от сородичей своим телом, чтобы он запомнил ее окраску. 367. 28 января 1896 года в Лондоне полиция выписала первый штраф за превышение скорости. Некий Уолтер Арнольд разогнался до 8 миль в час, 12,9 км в час, при разрешенной скорости в 6 миль в час. 368. В 1937 году на Московском авиационном заводе номер 84 был разработан танк на воздушной подушке. 369. Надгробие на могиле Хрущева было создано скульптором Эрнстом Неизвестным, чьи работы Никита Сергеевич критиковал как дегенеративное искусство. 370. Бумажные деньги делаются не из бумаги, а из хлопка, а в Австралии из пластика. 371. Пивоварня Гиннес была взята в аренду в 1759 году за 45 фунтов в год на 9000 лет. 372. Пчелы гораздо смертоноснее, чем змеи. В результате аллергических реакций от укусов пчел ежегодно погибает значительно больше людей, чем от укусов змей. 373. Гибель Титаника была предсказана за 14 лет до этой трагедии. В новелле популярного американского писателя Моргана Робертсона, изданной в 1898 году, говорится о колоссальном корабле, который затонул, столкнувшись с айсбергом. Имя корабля было «Титан». 374. Центральный парк Нью-Йорка по площади в 2 раза больше княжества Монако и в 10 раз больше Ватикана. 375. Период разложения пластиковых бутылок в природе превышает 500 лет. При этом среди годовых отходов миллионного города в среднем содержится свыше миллиарда различных пластиковых бутылок. 376. В водах Мирового океана содержится в сотни раз больше золота, чем было добыто за всю историю человечества. 377. В США ежегодно регистрируется более 40 тысяч случаев травматизма, связанных с посещением туалета. Скорее всего, это связано с попытками получить страховку. 378. Одной из величайших нераскрытых тайн в истории является тайна местонахождения могилы Чингисхана. 379. Только один человек из миллиарда доживает до 116 лет или старше. 380. У Моны Лизы отсутствуют брови. По моде 15 века женщины сбривали брови и волосы на верхушке лба. 381. Старейшей промышленной компанией в мире являлась японская строительная фирма Конго Гуми, основанная в 578 году. Компания обанкротилась в 2007 году. 382. Вся вода на Земле возникла более 3 миллиардов лет назад, еще во время формирования земной коры. С тех пор запасы воды не пополняются. 383. 98% воды на Земле соленая.
Объем доступной пресной воды озер и рек составляет всего 178 тысяч кубических километров. Еще 24 миллиона кубических километров пресной воды хранится в ледниках Антарктиды, Арктики и Гренландии. 384. Вселенная насчитывает более 100 миллиардов галактик. На Земле невооруженным глазом видны лишь 4: Млечный Путь, туманность Андромеды, Большое и Малое Магеллановы облака. 385. Самым распространенным именем на Земле является Мухаммед. 386. Практичные, законопослушные швейцарцы единственные из европейцев, кто с удовольствием поедает собачье мясо. 387. 93% жителей Литвы имеют в собственности какую-либо недвижимость. Покупка недвижимости здесь считается самой выгодной и надежной инвестицией. 388. Национальная героиня Греции, Ласкарина Бубулина, была единственной в истории женщиной, адмиралом российского флота. 389. Медный всадник указывает в сторону Швеции, а в центре Стокгольма установлен похожий памятник всадник Карлу XII, главному противнику Петра I в Северной войне, взор которого обращен по направлению к России. 390. В Кронштадте сохранилась единственная в мире кольцевая чугунная мостовая. 391. Великий лондонский пожар 1666 года уничтожил более 80% города. При этом число погибших, по официальным данным, составило всего 5 человек. 392. Японская исполинская саламандра является самым крупным земноводным на Земле, она достигает 160 см в длину и весит до 180 кг. 393. Помимо ртути, жидкими металлами при комнатной температуре могут быть также галлий, цезий и франций. 394. После того, как в течение 1988 года у шотландского фермера Джона Херда украли более 200 овец, он перекрасил остаток стада в ярко-оранжевый цвет. После этого воровство сразу прекратилось. 395. Первым человеком, погибшим под колесами поезда, был член британского парламента и комитета министров Уильям Хаскисон. Он погиб 15 сентября 1830 года при открытии железной дороги Ливерпуль-Манчестер. 396. Величайший шрам на лице Земли, шириной до 100 километров и глубиной до 2 километров, протянулся на 6000 километров от Сирии до Мозамбика. По прогнозам ученых, через 3-4 миллиона лет на месте этой рифтовой долины образуется море, которое отделит всю Восточную Африку от материка. 397. Новорожденные опоссумы настолько малы, что более 10 детенышей могут поместиться в столовой ложке. 398. У пациентов с поражением головного мозга вследствие болезни Урбаха-Виты наблюдается полное отсутствие страха. 399. Общая длина кровеносных сосудов в организме человека около 100 тысяч километров. 400. Самые яркие объекты во Вселенной — квазары. Это ядра активных галактик, мощность излучения которых может в сотни раз превышать суммарную мощность всех звезд их галактик. Астрономы называют квазары маяками Вселенной. 401. Охранников музеев Флоренции учат, как вести себя с жертвами синдрома Стендаля. Синдром выражается в виде панического припадка и проявляется, когда человек находится в месте сосредоточения большого числа объектов искусства. Именно во Флоренции было зарегистрировано более 100 случаев синдрома Стендаля. 402. В китайском письме иероглиф, обозначающий неприятность, трудность изображается как две женщины под одной крышей. 403. Самое холодное место во Вселенной находится в Финляндии. В 2000 году группа ученых из Хельсинского технологического университета охладила кусок родия до температуры лишь на 10 миллиардных градуса выше абсолютного нуля
минус 273,16 градуса Цельсия. 404. Из-за того, что в Африке не находят бивней умерших слонов, долгое время считалось, что слоны уходят умирать на таинственные неприступные кладбища. Но в 1962 году удалось установить, что бивни съедают африканские дикобразы, утоляя таким образом минеральный голод. 405. Акт английского парламента 1392 года об обязательном использовании английского языка в государственных судах был написан на французском языке. 406. Вопреки распространенному заблуждению, рысь никогда не прыгает на свою жертву с дерева. Она подкарауливает дичь в засаде, только находясь на земле. 407. 9 мая 2010 года все страны антигитлеровской коалиции приняли участие в Параде Победы на Красной площади, впервые за все время его проведения. 408. В древних Афинах муж, которому изменила жена, был обязан немедленно развестись с нею. В противном случае он подвергался атимии, лишению гражданских прав, публичному бесчестию и презрению. 409. В верхнем течении реки Урал один берег находится в Европе, другой в Азии. 410. На Сардинии производится сыр касу-марцу, содержащий живые личинки сырной мухи. Хотя продажа сыра официально запрещена, он очень популярен среди местного населения. 411. Метеорист – это не больной метеоризмом, а своего рода музыкант, забавляющий публику мелодичным испусканием кишечных газов. Современные метеористы не только выступают на сцене, но и записывают альбомы. 412. Мечеть Аль-Харам в Мекке – самая большая мечеть в мире. Ее площадь превышает 356 тысяч квадратных метров. Во время хаджа на территории мечети молится около 2,5 миллионов паломников. А самая большая мечеть в Европе находится в столице Чечни Грозном. В мечети могут молиться более 10 тысяч человек. 413. Основанное в IV веке миниатюрное государство Сан-Марино, находящееся на территории Италии, является не только самым древним государством Европы, но и самой старой республикой в мире. Площадь Сан-Марино всего 61 квадратный километр. 414. Самой большой по площади континентальной империей в мире была монгольская, территория которой на пике могущества составляла 33 миллиона квадратных километров, это 22% площади суши. Площадь Британской империи достигала 37 миллионов квадратных километров, но она располагалась на многих континентах, разделенных океанами. 415. В Ирландии 29 февраля – это день, когда женщины делают предложение мужчинам. Эта традиция берет свое начало в законе XI века, по которому отказавший мужчина был обязан уплатить штраф. 416. Когда муравей просыпается, он вытягивает все 6 своих ног, как бы потягиваясь, а затем раскрывает челюсти, как будто зевая. 417. Коллеги-поэты обвиняли Маяковского в жульничестве, ведь поэтам платили за количество строк, а благодаря своей знаменитой стихотворной лесенке Маяковский получал в 2-3 раза больше за стихи аналогичной длины. 418. На съемках фильма «Человек-паук» было украдено 4 костюма главного героя стоимостью $50 тысяч каждый. 419. Самая опасная гора в мире не Эверест, а Чагари, или К2, находящаяся на границе Пакистана и Китая, и прозванная гора-убийца. Высота Чагари – 8611 метров, и почти каждый третий альпинист, пытавшийся ее покорить, погиб при восхождении. 420. В переводе комедии «Ревизор» на персидский язык жену городничего заменили на вторую дочь, так как ухаживание за замужней женщиной в Иране карается смертной казнью. 421. Площадь Тюменской области составляет 1 435 200 квадратных километров.
Это больше, чем территории Германии, Франции и Испании вместе взятые. 422. Сборная Мексики по футболу является самым неудобным соперником для сборной команды Бразилии. За последние 10 лет сборные Мексики и Бразилии встречались в официальных матчах 7 раз, и в 6 из них победу одержали мексиканцы. 423. В золотодобывающих шахтах Южной Африки на глубине 3,6 километра были обнаружены черви, которых назвали Холецефалобус мефисто в честь Мефистофеля. 424. Отслужившие свой срок космические спутники отправляют на кладбище специально выделенные для этой цели орбиты. По оценкам НАСА, количество отработавших спутников превышает 8000. 425. Амазонке принадлежат все рекорды среди рек планеты, кроме одного. Она самая длинная, самая широкая и самая полноводная река на Земле, но не самая глубокая. Максимальная глубина Амазонки – 135 метров, а реки Конго более 220 метров. 426. По законам Древнего Рима родители имели полное право продать в рабство своих детей. 427. Близнецы Джон и Артур Мауфорд жили со своими семьями на расстоянии 80 миль друг от друга. Вечером 22 мая 1975 года оба брата одновременно скончались от сердечного приступа. 428. Волки образуют устойчивые семейные пары, сохраняющиеся на протяжении всей жизни. 429. Церковь мормонов объединяет более 14 миллионов человек. Лидер мормонов Брэхэм Янг имел 27 жен. 430. В Римской империи насчитывалось более 80 тысяч километров мощенных камнем дорог. Многие из этих дорог сохранились и используются до сих пор, не требуя ремонта. 431. 4 марта 1960 года известный баритон Леонард Уоррен умер прямо на сцене в Нью-Йорке во время исполнения оперы Верди «Сила судьбы». Последними его словами были «Морер, тременда коса, умереть, великая честь». 432. Если принять, что в Рождество Санта-Клаус должен за 48 часов посетить 2,5 миллиарда детей, то на обслуживание каждой семьи он сможет потратить только 34 микросекунды. Сани Санта-Клауса должны лететь со скоростью 2060 км в секунду. На такой скорости они мгновенно сгорят в атмосфере. Если подарок каждому ребенку будет весить 800 граммов, то эти сани должны нести груз в 2 миллиона тонн. 433. Известно, что компанию Apple основали Стив Джобс и Стив Возняк. Однако был еще и третий основатель по имени Рональд Уэйн, который владел 10% акций, но продал их партнерам за $2300. Сегодня его акции стоили бы более 22 миллиардов долларов. 434. Для производства бутылочных пробок в США используется больше стали, чем для производства корпусов автомобилей. 435. Самый большой остров в мире Гренландия, площадь которой 2 130 800 квадратных километров, принадлежит Дании. Так что фактически Дания больше Мексики. 436. Падение на территорию Канады 24 января 1978 года советского спутника-шпиона «Космос-954» с ядерным реактором на борту вызвало радиоактивное заражение местности площадью более 100 тысяч квадратных километров. 437. Незадолго до революции в Петрограде были очень популярны капли барона Вревского от нервов. Их даже рассылали по почте и рекламировали в журналах. Впоследствии выяснилось, что это была просто вода из Невы. 438. Мост «Золотые ворота» с основным пролетом в 1280 метров был самым длинным подвесным мостом в мире с момента открытия в 1937 году до 1964
когда построили мост Верацана на Роуз в Нью-Йорке. 439. До 1914 года запрещенное вещество, получаемое из листьев коки, рекламировалось как лечебное средство, а детские постилки от кашля, содержащие запрещенное вещество, получаемое из мака, выпускались до 1920 года. 440. Каспийское море на самом деле является самым большим в мире озером, так как оно не имеет непосредственного соединения с морем или океаном, а самое глубокое озеро на Земле – Байкал. Максимальная его глубина составляет 1637 метров. 441. В XIX веке бумажные ленты для уничтожения мух, подкладки для шляп, игральные карты, бумажные воротнички, обойные красители и искусственные цветы содержали большие дозы мышьяка. 442. Кошки спят до 18 часов в день. Установлено, что гормон роста вырабатывается у котят только во время сна. 443. Александр Гамильтон, первый министр финансов США, чей портрет помещен на 20-долларовой банкноте, получил смертельное ранение на дуэли на том же месте, где 3 годами ранее погиб на поединке его сын Филипп. 444. В небольшом сербском поселке Дрвинград установлен памятник Джонни Деппу. 445. Пищевая добавка Е529 есть не что иное, как негашенная известь. 446. Самая большая тыква в истории, весом в 741 килограмм, была выращена в США в 1998 году. Со слов фермера Криса Стивенса, вырастить такую большую тыкву ему помогла смесь коровьего навоза и водорослей. 447. Абхазия славится своими долгожителями. При населении менее 100 тысяч человек в 1956 году в Абхазии проживало 270 долгожителей, старше 100 лет и 11 старше 110 лет. Абхазы исключительно жизнерадостные люди, у них существует мудрая поговорка «злые люди долго не живут». 448. Большой словарь китайского языка содержит более 56 тысяч иероглифов, хотя на практике используется не более 4000 иероглифов. И все же образованному человеку надлежит знать не менее 5-6 тысяч. 449. Во время съемок фильма «Троя», где Брэд Питт играл Ахиллеса, он повредил ахиллово сухожилие. 450. В 1943 году в США прекратили выпуск медных пенни и начали ковать монеты из оцинкованной стали. Медь была остро необходима для производства патронов. 451. При населении в 317 тысяч человек армия Исландии насчитывает всего 130 военнослужащих. При этом Исландия член НАТО. 452. В 1525 году Мартин Лютер, один из отцов реформации, открыто выступил против безбрачия духовенства католической церкви, женившись на бенедиктинской монахине Катарине фон Бора. Они прожили в браке 21 год и произвели на свет 6 детей. 453. Рой Салливан, смотритель национального парка в Вирджинии, был 7 раз поражен молнией и остался в живых. 454. Остров Окинава рекордсмен по числу долгожителей. Здесь средняя продолжительность жизни мужчин 88 лет, а женщин 92 года. Это выше, чем в остальной Японии на 8-10 лет. Для сравнения, средняя продолжительность жизни мужчин в России 59 лет, а в Анголе всего 35. 455. Самая большая денежная купюра в истории была выпущена в 1946 году в Венгрии. Номинал купюры составил 1 миллиард триллионов пенгё. Купюры в миллиард, триллионы более пенгё выпускались без цифр, нули просто не помещались на площади банкнот. 456. Рисуя сердечко на День Святого Валентина, мы изображаем вовсе не сердце, которое, как известно, выглядит совершенно иначе, а лист плюща.
из-за того, что плющ плотно обвивает предметы, рядом с которыми растет, древние греки и римляне считали плющ символом глубокой привязанности и вечной любви. 457. Во время рывка на ипподроме скаковая лошадь может развить мощность в 13 лошадиных сил. 458. 4 июля 2011 года язык жестов получил статус второго государственного языка в Исландии. 459. Языки жестов в Британии и Америке отличаются настолько, что глухонемые в этих странах практически не понимают друг друга. 460. В народе звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» в шутку называют «засракуль». 461. Сибирский кедр на самом деле является сосной, хотя и состоит с кедрами в одном семействе. 462. Расстояние между поселком Урусу в Республике Татарстан и соседним городом Октябрьским в Башкирии всего 4 километра, но разница во времени составляет 2 часа. Поэтому мост через реку Ик, река-граница, шутя называют самым длинным мостом в мире. 463. Бабушка Леонардо Ди Каприо Елена Смирнова эмигрировала из России в Германию в 1929 году. Сам Ди Каприо в 2010 году во время встречи с Владимиром Владимировичем Путиным заявил, что он наполовину русский. 464. Самое сухое место на Земле не Сахара, а область в Антарктиде под названием Сухие долины. Эти долины свободны от льда и снега и не видели дождя уже более 2 миллионов лет. 465. Самое крупное крушение танкера в истории произошло в 1978 году у берегов Франции. Тогда в море вылилось более 223 тысяч тонн сырой нефти. Однако даже эта катастрофа несравнима с ущербом от утечки нефти, вызванной взрывом буровой платформы Deepwater Horizon 20 апреля 2010 года. За 3 месяца утечки в воды Мексиканского залива вылилось более 670 тысяч тонн нефти. 466. Самой кровопролитной битвой в мировой истории стала Сталинградская битва. Она продолжалась почти 8 месяцев, и к февралю 1943 года безвозвратные потери обеих сторон составили в совокупности более 2,63 миллиона человек. 467. Рекордсменом по дальности перелета среди птиц является полярная крачка. Это единственная птица, мигрирующая сезонно из Арктики в Антарктику, при этом она преодолевает до 80 тысяч километров в год. 468. Ежегодно в мире выкуривается более 5 триллионов сигарет. Это почти 1000 сигарет на человека, с учетом младенцев. Число курильщиков – 1,1 миллиарда человек, и оно постоянно растет. В Индии, Китае и развивающихся странах рост потребления табака составляет 5% в год. 469. Служебных собак идентифицируют по отпечаткам носа. 470. Самой большой церковью в мире является не собор Святого Петра в Ватикане, а базилика Нотр-Дам-де-ла-Пе в Ямусукра, Кот-д'Ивуар, превосходящая ватиканский прообраз и по площади, и по высоте купола. 471. Биологического вида пантера не существует. Черные пантеры – это не вид, а редкий генетический вариант окраски некоторых самок леопарда или ягуара. Шкура у такой пантеры на самом деле не черная, а пятнистая, но очень темная. Самцы леопардов и ягуаров никогда не бывают черными, а их потомство от самок пантер может быть как светлым, так и темным. 472. Хмель способен адсорбировать ионы тяжелых металлов значительно лучше любых других растений. Существует программа засадки хмелем городов с особенно загрязненной атмосферой. 473. Советский летчик ас Александр Иванович Покрышкин, сбивший 59 самолетов врага, ставший маршалом авиации и трижды Героем Советского Союза, в своем первом воздушном бою
22 июня 1941 года сбил советский бомбардировщик Су-2. 474. Плотность висмута в твердом состоянии меньше, чем в жидком. Этим же свойством обладает только еще одно вещество на Земле – вода. 475. Самая высокая скорость ветра была зарегистрирована в 1999 году в Оклахоме и достигала в порыве 484 км в час. Для сравнения, скорость ветра во время урагана высшей, 5-й категории достигает 300 км в час. 476. По воле Александра Дюма, граф де Лафер, он же Атос, носил знаки подвязки Золотого Руна и Святого Духа. Однако эти три высших ордена соединенные вместе могли быть только у королей. 477. В 1712 году король Швеции Карл XII решил вернуться от Григорианского к Юлианскому календарю. Для этого в феврале были добавлены 2 дня, и таким образом в Швеции в 1712 году было 30 февраля. 478. В 1974 году египтологи в Каире обнаружили, что мумия фараона Рамсеса II быстро портится. Было принято решение немедленно везти ее самолетом во Францию для экспертизы. Для этого мумии оформили египетский паспорт, а в графе «Род занятий» написали «Почивший король». В Париже мумию встречали со всеми воинскими почестями, полагающимися королям. 479. Александр Македонский не потерпел ни одного поражения за все 16 лет своего царствования. Он принимал участие в каждом из своих сражений, нередко получая в них тяжелые ранения, однако умер в возрасте 32 лет от малярии. 480. Сова не может двигать глазами, чтобы посмотреть в сторону, она поворачивает голову. 481. Старейшая из ныне существующих авиакомпаний, Королевские голландские авиалинии, КЛМ, была основана 7 октября 1919 года. 482. На территории норвежского городка Лангир, расположенного на острове Шпицберген, законом запрещено хоронить умерших. Тела должны быть перевезены на материк. Связано это с тем, что в условиях вечной мерзлоты погребенные тела не разлагаются и привлекают внимание белых медведей, которые являются опасными для человека хищниками. 483. Граф Юрий Александрович Головкин в 1805 году был назначен чрезвычайным послом России в Китае. При этом граф, рожденный в Швейцарии и получивший образование во Франции, практически не говорил по-русски. 484. Натуральная ваниль – это высушенные плоды орхидеи лианы, произрастающие в Мексике и Центральной Америке. А искусственный заменитель ванили ванилин производится из лигнина, побочного продукта бумажного производства. 485. Великая французская актриса Сара Бернар в возрасте 70 лет блестяще сыграла 13-летнюю Джульетту. 486. В апреле 1965 года над долиной Смерчей в США одновременно возникли 37 мощнейших торнадо высотой до 10 километров и в диаметре около 2 километров. При скорости ветра до 300 километров в час смерчи произвели громадные разрушения в 6 штатах. Число погибших превысило 250 человек, а 2500 получили ранения. 487. Местная власть Курской области в 1935 году за недостачу в поставках зерна переименовала 3 колхоза «Красная Нива», имени Крупской и имени Буденова в Лодырь, «Бездельник» и «Саботажник». 488. Температура возгорания бумаги 451 градус по Цельсию, а не по Фаренгейту, как в названии романа Рэя Брэдбери. После издания автор понял свою ошибку, однако название книги не изменил. Впервые роман был напечатан в 1953 году в журнале Playboy. 489.
Хамелеон меняет цвет не только для слияния с окружающей средой, но и в зависимости от настроения, отражая, например, голод, страх или угрозу. 490. Слово «Россия» в латышском языке «Криевия», в эстонском «Винемаа». В Китае Россию именуют Элосы, а во Вьетнаме Нга. 491. Бывший морской офицер, декабрист Дмитрий Завалишин, известен тем, что был выслан из Сибири. После ссылки в Забайкалье он активно печатался, разоблачая злоупотребление местной власти. В связи с этим, по просьбе генерал-губернатора Муравьева, Завалишин в 1863 году был сослан из Читы в Москву. 492. С марта 2005 по август 2006 года Новая Зеландия была единственной страной в мире, в которой все высшие государственные посты были заняты женщинами. 493. Самый легкий металл литий. Он в 5 раз легче алюминия и почти в 2 раза легче воды. Литий плавает не только в воде, но даже в жидкостях легче воды, например, в бензине. 494. В феврале 1942 года подвиг Ивана Сусанина повторил 83-летний псковский крестьянин Матвей Кузьмин. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 495. Сундук мертвеца – это вовсе не сундук, а необитаемый остров в Карибском море, площадью всего 200 квадратных метров. В начале XVIII века грозный капитан пиратов Эдвард Тич высадил здесь 15 мятежников и оставил им лишь бутылку рома, обрекая их на верную смерть от жажды и голода. Однако мятежники выжили и через месяц были возвращены на корабль. В их честь пираты и сочинили знаменитую песню. 496. Молитва «Господи, помилуй» на греческом языке произносится как «Кирие элейсон». Ранее все богослужения проходили на греческом, что было непонятно простым людям. В результате фраза трансформировалась народом в слово «куролесить» в значении «делать что-то бессмысленное». 497. Мыши любят сыр не более любых других продуктов на кухне. 498. В толковый словарь Ожегова не были включены названия жителей городов. Исключение было сделано для слова «ленинградец», чтобы разделить слова «ленивый» и «ленинец», которые стояли рядом. 499. В феврале 1992 года состоялся розыгрыш лотереи Вирджинии 6 из 44, где джекпот составлял $27 миллионов. Число всех возможных комбинаций в таком виде лотереи было чуть выше 7 миллионов, а каждый билет стоил $1. Предприимчивые люди из Австралии создали фонд, собрав по $3000 от 2500 вкладчиков и купили около 7 миллионов бланков. Фонд выиграл лотерею, получив после выплаты налогов тройную прибыль. 500. В конце XIX века Кока-Колу продавали в аптеках, как средство от похмелья и головной боли. 501. Находящиеся на орбите космонавты никогда не храпят, в невесомости храп невозможен. 502. Еще в Древнем Риме женщины осветляли волосы, чтобы стать блондинками. 503. В городе Бобруйске установлены 2 памятника бобру. 504. 24 воина Красной Армии в 1942 году в течение 2 месяцев держали оборону дома Павлова во время Сталинградской битвы. По словам маршала Чуйкова, потери гитлеровцев, пытавшихся занять дом Павлова, превысили потери при взятии Парижа. 505. Львы единственные из кошачьих, которые живут стаями, прайдами. 506. В Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта в Калининграде нет факультета философии. 507. Никто из четверки Битлз не владел нотной грамотой, они никогда не записывали свою музыку на нотном листе. 508. Образ героя знаменитого сериала доктора Грегори Хауза основан на образе Шерлока Холмса. Оба персонажа предельно циничны, предпочитают только сложные дела,
страстно любят музыку и являются закоренелыми наркоманами. 509. Миланская консерватория носит имя Джузеппе Верди, хотя в 1833 году отказала ему в зачислении. Юному Верди было сказано, что он на 4 года старше обычного возраста абитуриентов, не является гражданином Ломбардо-Венецианского королевства и лишен музыкального таланта. 510. Белые медведи могут провести до 20 часов, застыв без движения над дыхательной прорубью в ожидании, когда тюлень вынырнет для вдоха. Однако только в одном случае из 3 медведь успевает схватить долгожданную добычу. Если же медведь промахнулся, он самым откровенным образом выражает свою досаду, встает на задние лапы, бешено ревет и в ярости разбрасывает куски льда. 511. Во время Второй мировой войны немецкие матросы пронесли на борт линкора «Бисмарк» кота. Линкор был затоплен британской эскадрой через 9 дней, после выхода в море спаслись лишь 115 из 2200 членов экипажа. Кота подобрали английские моряки и взяли на борт эсминца «Казак», который через 5 месяцев был торпедирован немецкой подлодкой и затонул. Впоследствии кота, прозванного непотопляемый Сэм, перевели на авианосец «Арк-Роял», который тоже затонул. Лишь после этого Сэма решили оставить на берегу, а сам он прожил до 1955 года. 512. Название цветка орхидеи происходит от греческого слова «архис», что в переводе означает «мужское яичко». 513. В честь основателя группы Dire Straits, британского рок-музыканта и композитора Марка Нопфлера, был назван вид динозавров Мосиакосорус напфлери. 514. 9 июля 1958 года к северу от залива Литуя на юго-востоке Аляски произошло мощное землетрясение, в результате которого огромный оползень вызвал цунами высотой 520 метров. Это была самая высокая волна в истории человечества. 515. На Земле существуют десятки действующих вулканов, однако самым опасным считается спящий вулкан Кумбри-Вьеха на Канарских островах. Пробуждение этого вулкана может вызвать гигантский оползень, который в свою очередь создаст цунами высотой до 200 метров со скоростью до 1000 км в час. 516. Главного героя повести Пушкина «Пиковая дама» зовут не Герман. Его имя вообще неизвестно, а Герман именно с 2 «н». Это фамилия героя, немца по происхождению, которая довольно распространена в Германии. В опере «Пиковая дама» Чайковский убрал одну «н», превратив фамилию Герман в имя Герман. 517. Новозеландские попугаи Кеа, хотя и не являются хищными птицами, во время особенно суровых зим научились нападать на овец. Своими мощными клювами они наносят овцам настолько серьезные раны, что животное погибает, и тогда на пир слетается вся стая попугаев. 518. Все планеты Солнечной системы могли бы поместиться внутри планеты Юпитер. 519. В мире насчитывается около 1,4 миллиарда коров, и в таком количестве они действительно наносят колоссальный вред природе. Коровы съедают ежегодно 600 миллионов тонн зерна, это треть мирового урожая, под пастбище отдано более 2/3 всех степей на Земле и четверть всех лесов Южной Америки. Для каждой коровы в Бразилии вырублено по 2 гектара амазонских джунглей. За год каждая корова выпивает более 8000 литров воды и выделяет в атмосферу более 100 тысяч литров метана. 520. Франсуа Бартильон, злоумышленник, который в возрасте 2 лет был задержан по обвинению в чревоугодии, а именно за то, что надкусил все груши из корзины, является сыном Альфонса Бартильона, создателя системы фотографирования преступников, который сделал этот фотоснимок в 1893 году. 521. Переводная русскоязычная версия эстонского журнала Vikerkaar в начале 1990-х годов выпускалась большим тиражом, чем основная версия на эстонском языке. 522.
Существует памятник, установленный на Луне. Это алюминиевая фигурка в скафандре, посвященная памяти погибших космонавтов. На ней перечислены имена 14 погибших, включая Юрия Гагарина. Памятник установил экипаж Аполлона-15 в 1971 году. 523. Плоды тропического фрукта синтепалум на несколько часов блокируют рецепторы кислого вкуса. Если после употребления этого фрукта съесть лимон, он сохранит свой аромат, но покажется сладким. 524. Аргентина – единственная страна, названная в честь химического элемента. Арджентум на латыни означает серебро. 525. Укус королевской кобры убивает взрослого слона менее чем за 3 часа. 526. Черепашки-ниндзя дали имена многоцелевым модулям снабжения для МКС Леонардо, Рафаэль и Донателло. На каждом из модулей изображен соответствующий черепашка-ниндзя в скафандре. 527. Живущие в Австралии пауки-гладиаторы уникальным образом используют паутину во время охоты. Они сооружают ее в виде квадрата и держат в натяжку между двух пар передних ног. Когда жертва приближается, паук-гладиатор накрывает ее резким броском своей сети. 528. Название столицы Таиланда Бангкока на тайском языке состоит из 142 букв: Крунгтхеп Маханакхон Амон Ратанакосин Махинтараютха Махадилок Пхоп Напаратра Читхани Бурира Мудамрачинивит Махасатан Амон Пима Наватан Сатица Катхатия Витсанукам Прасит. В повседневной речи тайцы называют его Крунгтхеп, но никогда Бангкок. 529. 1 сентября 1973 года была совершена попытка подрыва мавзолея Ленина. В результате произошедшего взрыва погибли 3 человека, включая неопознанного террориста, и тяжелые ранения получили 4 школьников. 530. Репелленты не отпугивают комаров, они делают нас невидимыми. Вещества, содержащиеся в репеллентах, блокируют рецепторы, с помощью которых комары находят свою жертву. 531. В 1606 году Марина Мнишек впервые привезла в Россию вилку. На своем свадебном пиру в Кремле Марина с вилкой шокировала русское боярство и духовенство. В дальнейшем вилка стала одним из поводов для заговора противников Лжедмитрия. Раз царь с царицей едят не руками, а какой-то рогатиной, значит они не русские и не монархи, а порождение дьявола. 532. В феодальном Китае нередко практиковалась месть через самоубийство, которое доведенный до отчаяния человек совершал во дворе дома обидчика. По поверьям, душа самоубийцы не возносилась на небо, а оставалась в доме обидчика и приносила ему и его семье несчастье. 533. Одно из самых глубоких озер на Земле образовалось чуть более 100 лет назад. Озеро Сарес в Таджикистане образовалось 6 февраля 1911 года после 9-бального землетрясения, когда река Мургаб была запружена гигантским оползнем, образовавшим плотину высотой 567 метров. Площадь озера превышает 80 квадратных километров, а максимальная глубина 505 метров. 534. Собаки могут развивать скорость до 30 км в час. Однако наивысшая для собак скорость была зафиксирована 5 марта 1994 года в Австралии, когда гончий грейхаунд по кличке Star Title развил скорость 67,3 км в час, он бежал быстрее, чем хорошая скаковая лошадь. 535. Экспедиция Роберта Скотта к Южному полюсу в 1912 году погибла, потеряв все горючее из-за оловянной чумы. Топливные баки были запаяны оловом, однако при температурах ниже нуля олово трескается и превращается в порошок. Скотт не знал об этом свойстве олова, и это стоило жизни ему и его 4 товарищам. 536. Великий мим Марсель Марсо записал на пластинку свои лучшие номера. Это 40 минут полной тишины и, наконец, бурные аплодисменты. 537. Последний раз Гарри Каспаров
отстоял свой титул чемпиона мира в матче, который начался в Южной башне Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 1995 года. 538. Единственная улица в мире, которая образует перекресток сама с собой, это улица Планировочная в Новосибирске. 539. Кроме Ленина, тела еще многих людей забальзамированы и выставлены в настоящее время на всеобщее обозрение в собственных мавзолеях. Среди них Мао Цзэдун, Ким Ир Сен, Хо Ши Мин и герой гражданской войны Григорий Иванович Котовский. 540. В Венеции всегда ровно 425 гондольеров, не больше и не меньше. 26 июня 2009 года 23-летняя Джорджия Баскола стала первой в истории Венеции, сертифицированной женщиной-гондольером. 541. Одна из интереснейших тайн природы – секрет инженерного искусства бобров. При строительстве и ремонте плотин бобры неведомым образом тщательно координируют свои действия. В строительстве самой большой известной плотины, длина которой более километра, участвовали сотни животных. Бобры работают посменно, небольшими бригадами и при этом четко придерживаются общего плана. 542. Синдром Аспергера назван по имени детского психиатра из Вены, исследовавшего движение молодых нацистов. При наличии этого психического заболевания человек не способен сопереживать, он не имеет представления о том, что у других людей тоже есть чувства. 543. На острове Тринидад в Карибском море есть озеро Пич-Лейк, наполненное не водой, а чистым жидким асфальтом. При текущем уровне добычи асфальта в озере хватит еще на многие сотни лет. 544. Подсолнечное масло быстро приобрело популярность в России потому, что его употребление не было запрещено в дни Великого Поста. Отсюда и произошло название постное масло. 545. В самом крупном селе России, станице Орджоникидзевская в Ингушетии, проживает более 65 тысяч человек, а в самом маленьком городе-столице все той же Ингушетии Магасе проживает менее 500 человек. 546. Ежегодно во время празднования Дня Святого Патрика воды реки Чикаго окрашивают в зеленый цвет. 547. В мае 1961 года итальянский художник Пьеро Манзони собрал собственные фекалии в 90 пронумерованных консервных баночек, в каждой из которых содержалось по 30 граммов, написал на них 100% натуральное дерьмо художника на 4 языках и продал их по цене, аналогичной цене золота той же массы. А 23 мая 2007 года один из экземпляров был продан за 124 тысячи евро на аукционе Сотбис. Сам Манзони заявил, всем этим буржуазным свиньям нравится только дерьмо. 548. Корнея Чуковского на самом деле звали Николай Васильевич Корнейчуков. 549. Генералиссимус Советского Союза, высшее воинское звание в Вооруженных силах СССР, было введено 26 июня 1945 года и на следующий день присвоено Сталину. Больше это звание никому не присваивалось. 550. Главная причина смерти в США – курение, в России – злоупотребление алкоголем. 551. Чтобы сварить вкрутую страусиное яйцо, потребуется 2 часа. 552. Вес $1 миллиона купюрами по $1, 1 тонна. 553. Слово «доллар» произошло от немецкого «талер», сокращение от Иоахим Сталер, название самой распространенной серебряной монеты, чеканившейся в XVI веке в городе Иоахимсталь, в Богемии. 554. На кладбище Hollywood Forever Cemetery, на котором нашли свое последнее пристанище, многие великие актеры летом показывают кино. 555. Окаменевшие останки тараканов найдены в породах возрастом более 300 миллионов лет. Так что наши домашние тараканы почти на 100 миллионов лет старше динозавров.
556. Тараканы могут сплющивать тело до толщины листа бумаги, чтобы пролезть в узкие трещины. Они могут находиться в замерзшем состоянии неделями и, оттаив, вернуться к жизни без всяких последствий. Экспериментально подтверждено, что тараканы могут жить без головы несколько недель. 557. Одновременно видеть солнце и радугу без использования зеркал невозможно. 558. Никогда не запивайте жирную пищу крепким кофе. Ученые из Гельфского университета в Канаде обнаружили, что при сочетании жирной пищи с кофеином уровень сахара в крови в течение минут достигает опасного для здоровья значения. 559. К лету 1941 года в составе Красной армии было развернуто 20 кавалерийских дивизий. 560. Акулы могут размножаться партеногенезом, то есть без участия самцов. В 2007 году было проведено исследование ДНК детеныша, которое показало, что у него присутствуют только гены матери. Таким образом было доказано, что акулы могут размножаться непорочно. 561. В Гондурасе раз в год наступает сезон рыбных дождей. Каждый год, между маем и июлем во время сильнейших ливней на землю, падают сотни живых рыб. С 1998 года здесь проводится фестиваль де ла Лувия де Песес, фестиваль рыбного дождя. Источник рыбы расположен на расстоянии около 50 километров в Карибском море. 562. В начале прошлого века в магазинах не было ни штрих-кодов, ни даже ценников. Продавец называл цену, как правило, оценивая внешний вид покупателя. Если цена покупателя не устраивала, он либо торговался, либо уходил. 563. Самая кусачая собака в мире — немецкая овчарка. За ней идут чау-чау и коли. Самые некусачие собаки — золотистый ретривер, пудель и чихуахуа. 564. Две параллельные зеркальные пластины, помещенные в вакуум на близком расстоянии друг от друга, притягиваются, несмотря на полное отсутствие магнитного поля. Это притяжение, возникающее вследствие энергетических колебаний вакуума, буквально из ничего, в физике называется эффектом Казимира. 565. Ученые, наблюдающие за термитами в лаборатории Калифорнийского университета, обнаружили, что при звуках тяжелого рока термиты становятся прожорливее вдвойне. 566. Около полумиллиарда китайцев никогда не чистят зубы. Вместо зубной пасты около 40% населения Китая используют для полоскания рта зеленый чай. 567. В соответствии с морской терминологией кораблями являются только военные плавсредства, гражданские же плавсредства следует называть судами. 568. В 2000 году Международная гидрографическая организация приняла разделение на 5 океанов, выделив из Атлантического, Индийского и Тихого океанов Южный океан, окружающий Антарктиду. Однако впоследствии от отдельного Южного океана отказались. По площади Южный океан был больше Северного Ледовитого. 569. Австрийский пианист Пауль Витгенштейн потерял правую руку во время Первой мировой войны, однако достиг исключительного мастерства, играя одной левой, и возобновил концертную карьеру. 570. Том Лепард, самый татуированный в мире человек, живет на острове Скай в Шотландии. 99,9% поверхности его кожи покрыты татуировкой, которая повторяет узор шкуры леопарда. По оценкам знатоков, такая татуировка могла ему обойтись как минимум в $50 тысяч. 571. В 2006 году Плутон утратил не только статус планеты, но и имя. Решением Международного астрономического союза бывшая 9-я планета была назначена астероидом номер 134-340. Однако 6 марта 2009 года Сенат штата Иллинойс принял закон, согласно которому на территории этого штата Плутон сохранил и статус планеты, и имя. 572.
В России и странах бывшего СССР абитуриенты перед экзаменами старательно выискивают пятилистный цветок сирени, а в Японии они тоннами поедают шоколадки Кит-Кэт, так как их название созвучно со словами Кита Катсу «непременно победить». 573. Остров Святой Елены расположен в Атлантическом океане и принадлежит Великобритании, однако два места, где жил Наполеон, и долина, в которой он был похоронен, являются территорией Франции. 574. В Бразилии обычно принимают душ 3-4 раза в день. Гостям перед принятием пищи зачастую предлагается принять душ. 575. Известно множество птиц, рыб, земноводных и насекомых зеленого цвета, но нет ни одного зеленого млекопитающего. 576. Роберт Уодлоу, самый высокий человек в мировой истории, умер в 1940 году в возрасте 22 лет. Его рост составлял 2,72 метра. 577. Самый крупный нильский крокодил был убит в Танзании в 1905 году. Его длина составила 6,45 метра, а вес 1090 килограмм. 578. Бензопила «Дружба» была названа в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. 579. Кошки породы ригдолл, что в переводе с английского означает «тряпичная кукла», из-за слабого мышечного тонуса не успевают перевернуться в воздухе на лапы и падают на спину. 580. Температура плавления сплава карбидов гафния и тантала почти на 800 градусов Цельсия выше температуры плавления вольфрама и равна 4215 градусам Цельсия. Это самый тугоплавкий материал на Земле. 581. Знаменитый круглый стол короля Артура был получен им в качестве приданого королевы Гиневры. За дубовым круглым столом могли разместиться до 150 рыцарей. С одним из них, Ланселотом, королева Артуру изменила. 582. Самое шумное существо в океане — креветка. Шум большой стаи креветок способен ослепить сонар подводной лодки. 583. На всем протяжении реки Нижняя Тунгуска, 2980 километров, от устья до впадения в Енисей на ее берегах проживает около 15 тысяч человек в 18 населенных пунктах. Для сравнения, на берегах Дуная, протяженность которого 2880 километров, проживает более 75 миллионов человек. 584. Палата общин — единственное место в Британии, куда не может войти английская королева, так как она не является членом палаты. 585. Если сплавить воедино все мировые банковские резервы золота, то получится куб со стороной 12 метров и весом 32 тысячи тонн. 586. Цунами — это не одна волна, а последовательность поверхностных волн, следующих друг за другом. Во время цунами волны могут сокрушать берег в течение нескольких часов, и первая волна не обязательно самая разрушительная. 587. Самая продолжительная мыльная опера в истории не всем известная «Санта-Барбара», а американский сериал «Путеводный свет», который демонстрировался 72 года и состоял из более чем 15 тысяч серий. 588. Самый большой торговый центр в мире находится в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Его площадь составляет 350 тысяч квадратных метров. Для сравнения, площадь ГУМа в Москве всего 69 тысяч квадратных метров. 589. В Эфиопии построена фабрика по разведению мух ЦЦ. Здесь разводят самцов насекомого, стерилизуют их рентгеновским облучением и выпускают на волю. При спаривании они не дают потомства. Это должно привести к резкому сокращению численности мух. 590. У куклы Барби есть фамилия. Ее полное имя Барби Робертс. С момента создания, в 1959 году в мире, было продано более 1 миллиарда кукол Барби.
591. У осьминога не 8 ног, а 2. Остальные 6 щупалец по сути являются руками. Так что правильнее осьминога называть двуногий шестирук. Если осьминог утратит щупальцы в борьбе, он отрастит новое. 592. Наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадотт в 1818 году был избран королем Швеции и принял имя Карл Юхан XIV. После его смерти у него на руке была обнаружена вытатуированная надпись «Смерть королям». 593. У Циона хана из индийского штата Мизорам 39 жен, 94 ребенка и 33 внука. Все они живут в стокомнатной четырехэтажке. Мистер Хана является главой секты, в которой мужчине позволяется иметь столько жен, сколько он захочет. 594. Наш мозг всегда работает на 100%. Помимо мыслительной деятельности, мозг отвечает за контроль над всеми системами организма. Большая часть участков головной коры активна, даже во время сна. Миф о том, что мозг задействует всего лишь несколько процентов своих ресурсов, не имеет никакого научного обоснования. 595. 8 сентября 1923 года сразу 7 эсминцев ВМС США налетели на рифы у побережья Санта-Барбары в Калифорнии. Спасти корабли не удалось. Это были самые большие потери военно-морского флота США в мирное время. 596. Слепые с рождения люди не видят снов. Они их слышат, осязают и ощущают на вкус и запах. 597. До 1965 года в СССР действовал административный запрет на исследования в области генетики. 598. Адмирал Ушаков канонизирован Русской Православной Церковью как местночтимый святой Саранской епархии. 599. Идальго переводится с испанского как «чей-то сын». Так еще со средних веков в Испании называют низших дворян, не заслуживших никакого титула. 600. В медицине описано более 40 случаев синдрома аллергии на воду, известного как водная крапивница. Любой контакт с водой вызывает у этих людей острую аллергическую реакцию. 601. Ежегодно 2 февраля американский народный метеоролог Сурок Фил, проживающий в городе Панксутоне, штат Пенсильвания, предсказывает, как скоро наступит весна. По традиции, если Сурок не увидит своей тени, весна будет ранней. Однако Фил плохо справляется со своими обязанностями, он ошибается в 70% случаев. Наверное, его просто перекормили, бедный зверек весит почти 10 килограмм. 602. Традиционная шотландская юбка килт – не совсем шотландское изобретение. Шотландцы позаимствовали килт у викингов в XI веке. 603. 11 июня 1990 года в Токио образовалась автомобильная пробка протяженностью в 135 километров. 604. Озеро Восток, крупнейшее подледное озеро на Земле, находится в Антарктиде. Озеро площадью 15 500 квадратных километров и глубиной более 1200 метров расположено под ледяным щитом толщиной около 4 километров. Озеро уникально прежде всего тем, что оно находилось в полной изоляции от земной поверхности на протяжении миллионов лет. 605. Если в водяном паре есть примесь паров этилового спирта, его точка росы повышается. Именно поэтому у выпившего водителя запотевают стекла в машине. 606. По календарю майя текущая эпоха началась 11 августа 3114 года до нашей эры и закончилась 21 декабря 2012 года. По отношению к астрономическому году, календарь майя значительно точнее, чем современный григорианский календарь. Другие центральноамериканские народы, ацтеки, тольтеки и пипили также жили по календарю майя. 607. По лестницам Останкинской телебашни проводятся забеги на высоту 337 метров. Рекордный результат – 11 минут 55 секунд. 608.
как на самом деле выглядел Шекспир, никто не знает. Нет ни одного прижизненного портрета великого драматурга. 609. Высшая мера дисциплинарных наказаний в римской армии называлась децимация, это казнь каждого 10-го по жребию. 610. Истинный рецепт салата оливье неизвестен. В 1860 году его изобрел Люсьен Оливье, владелец ресторана «Эрмитаж» на Трубной площади в Москве. Салат сразу же стал исключительно популярен. Однако рецептуру и способ его приготовления Люсьен Оливье держал в тайне, и с его смертью секрет рецепта был утрачен. Известно лишь, что в состав салата не входили морковь, горошек, соленые огурцы и колбаса. Зато точно входили оливки, каперсы, рябчики и раковые шейки. 611. Самый большой стадион в мире находится в столице КНДР Пхеньяне. Это стадион 1 мая, открытый в 1989 году и вмещающий 150 тысяч зрителей. Ранее первенство принадлежало стадиону Маракана в Рио-де-Жанейро вместимостью до 200 тысяч зрителей, однако по требованию ФИФА количество мест на этом стадионе было сокращено до 87 тысяч. 612. Пружины, изготовленные из сплава бериллия, практически вечны. Они могут выдержать до 20 миллиардов циклов нагрузки. Именно поэтому бериллий называют металлом неутомимости. Для сравнения, стальные пружины рассчитаны на 150-200 тысяч циклов нагрузки. 613. До 3 сентября 1967 года в Швеции было левостороннее автомобильное движение. 3 сентября в 4:50 утра все автомобили, находящиеся на дорогах, должны были остановиться, развернуться на противоположную сторону и в 5:00 продолжить движение. 614. Моллюск-хищник рапана был занесен в Черное море в 1947 году из Японского моря и к настоящему времени съел почти всех устриц, мидий и морских гребешков. Так сильно расплодиться рапана смогла потому, что в Черном море отсутствуют ее естественные враги морские звезды. 615. В Японии площадь комнат измеряется не в квадратных метрах или футах, а в татами, ковриках, плетенных из рисовой соломы. Площадь татами – 1,62 квадратного метра. 616. В Варшаве есть улица Винни-Пуха. 617. Чемпион Олимпиады 1920 года в забеге на 5000 метров, французский атлет Жозеф Гиема был заядлым курильщиком, выкуривавшим по пачке сигарет в день. Кроме того, его легкие были серьезно поражены горчичным газом во время войны. 618. Некоторые паразиты продлевают хозяину жизнь, например, личинка жемчужницы выделяет вещество, замедляющее старение атлантического лосося. 619. Главным военным трофеем индейцев Хивара в Эквадоре является цанса, особым образом высушенная голова убитого неприятеля. Черты лица сохраняются, но размером она становится с кулак. Особо удачливые воины Хивара носят на поясе не одну голову. 620. Известно более 3000 сортов картофеля. Плоды картофеля – это невкусные клубни, а ядовитые ягоды – формой напоминающие томаты. 621. До недавнего времени ни один акт канонизации в католической церкви не мог быть признан законным, если при этом акте не присутствовал адвокат дьявола. Эта должность была введена в 1587 году папой Сикстом V и официально отменена в 1983 году Иоанном Павлом II. Функция адвоката дьявола заключалась в том, чтобы собрать все возможные аргументы, которые могли бы помешать причислению праведника к лику святых. Официальное лицо, выполнявшее противоположную функцию, называлось адвокат Бога. 622. Самым распространенным элементом во Вселенной является водород. На него приходится примерно 90% всех атомов во Вселенной. Второе место занимает гелий. 623.
Известно более 75 тысяч видов улиток и слизней. 624. Любимый конь императора Калигулы Инцитат, живший в собственном дворце, был не только возведен в сенаторы и стал жрецом, но и был официально женат на кобыле по имени Пенелопа. 625. Крупнейшая катастрофа в истории авиации произошла на Земле. 27 марта 1977 года на острове Тенерифе в результате столкновения двух самолетов Boeing 747 погибло 583 человека. 626. В 2036 году астероид Апофис пройдет всего в 37 тысячах километров от Земли, и вероятность столкновения с ним рекордная. В 2004 году она была оценена приблизительно в 1%. Если Апофис все же врежется в нашу планету, то при массе в 30 миллионов тонн и скорости 45 тысяч километров в час он произведет взрыв мощностью не менее 1700 мегатонн. Для сравнения, мощность взрыва Тунгусского метеорита составила не более 15 мегатонн. 627. Подобно запрету на потребление свинины у иудеев и мусульман, у древних славян существовал запрет на употребление медвежатины. В то время медведь был священным животным, его даже запрещалось называть настоящим именем Бер. С тех пор укоренилось название медведь, то есть знаток меда. 628. В Европе тоже водятся обезьяны. На юге Пиренейского полуострова, в горах Гибралтара, обитает единственная в Европе крошечная колония бесхвостых варварийских макак-маготов, состоящая всего из 160 особей. 629. Грифы иногда наедаются до такой степени, что не могут взлететь. Птицам приходится ждать, пока их масса не уменьшится естественным путем. 630. Подобно тому, как римляне называли все, не говорящие на латыни народы варварами, барбари, в Древней Руси словом «немец», которое означало невнятно говорящего человека или немого, называли всех иностранцев, чья речь была непонятна. 631. Самый популярный святой в Гватемале святой Максимон. По поверьям, он пьет виски, курит и помогает молящимся отомстить врагам. 632. Акулы не способны самостоятельно прокачивать воду через жабры, поэтому, чтобы не погибнуть от недостатка кислорода, они постоянно должны находиться в движении. 633. При температуре выше 60 градусов Цельсия крахмал не переходит в кристаллическое состояние, и хлеб не черствеет. 634. 7 декабря 2007 года мойщики окон братья Эдгар и Алсидес Морено работали на одном из небоскребов Нью-Йорка, когда из-за обрыва троса их платформа рухнула вниз с высоты 47 этажей. Эдгар погиб на месте, а вот Алсидесу удалось выжить, хотя 70% костей его тела были переломаны. 635. Самцы гладких китов обладают самыми крупными яичками среди животных, вес каждого достигает 500 кг. 636. Цвета флага России не имеют официального толкования. 637. Лягушка Голиаф, обитающая в Камеруне и экваториальной Гвинее, самая большая лягушка в мире. Длина ее может достигать 1 метра, а масса 6 кг. При этом она не только не умеет квакать, но и вообще не может издавать никаких звуков. 638. Раздельный купальник бикини был назван так в честь первого испытания ядерной бомбы на одноименном атолле в Тихом океане. Ядерный взрыв на атолле Бикини 1 июля 1946 года широко освещался в прессе, и создатель купальника, парижский модельер Луи Риар, умело воспользовался шумихой вокруг этого события. 639. В Китае принято громко чавкать в гостях, иначе вы рискуете оскорбить хозяев. Не забудьте также тщательно испачкать скатерть соусами и напитками. Кроме того, в Китае не принято дарить хозяйке дома цветы. 640. Крупнейшее судно в мире – это норвежский супертанкер Нок Невис, построенный в 1979 году в Японии.
длина танкера 458 метров, ширина 69 метров, водоизмещение 825 600 тонн. Для сравнения, длина «Титаника» составляла всего 270 метров при ширине в 28 метров. 641. В Англии в 1812 году был принят закон, действующий до сих пор, по которому все морги оснащаются колоколом с веревкой, чтобы пробудившийся от летаргического сна покойник смог позвать на помощь. 642. Самая длинная поэма в истории Шахнаме, «Книга царей», принадлежит перу персидского автора X века Фердауси. Поэма состоит из 120 тысяч двустиший, и ее написание заняло 35 лет. 643. Могилу лидера The Doors Джима Моррисона на кладбище Пер-Лашез в Париже ежегодно посещает более 2 миллионов человек. 644. Затрапезный вид не имеет ничего общего с трапезой. Затрапезой в петровские времена называли грубую ткань, из которой шили самую дешевую одежду на заводах промышленника Ивана Затрапезникова. 645. Самая посещаемая достопримечательность в мире – Эйфелева башня в Париже. Со времени постройки, в 1889 году, Эйфелеву башню посетило более 250 миллионов человек. 646. В Корее фасолевый суп пхачук разбрызгивают в домах, чтобы отпугнуть злых духов. 647. Птицеед Голиаф – самый большой паук в мире. Он способен охотиться на лягушек, жаб, ящериц, мышей и даже небольших змей. 648. Слоны, антилопы гну, олени карибу и люди способны создать такую давку, что могут массово погибнуть в ней. 649. Несмотря на колоссальные достижения в архитектуре, астрономии и искусстве, индейцы Южной Америки до прибытия Колумба не знали колеса. 650. В старину на Руси калачи выпекали с ручкой, напоминающей баранку. Было принято есть калач, держа за ручку, а съев, ручку выбросить или отдать нищим. Отсюда и возникло выражение «дойти до ручки». 651. Самое дорогое в истории произведение искусства – картина Пабло Пикассо, обнаженная на фоне бюста и зеленых листьев. Она была написана в 1932 году и продана на аукционе Кристис в мае 2010 года за $106,4 миллиона. На втором месте работа великого швейцарского скульптора Альберто Джакометти «Идущий человек». Она была продана в том же 2010 году за $104,3 миллиона. 652. Лишь 4% Вселенной состоит из атомов. Остальные 96% составляют темная материя и темная энергия, природа которых науке до сих пор неизвестна. 653. Начиная с 2006 года, по неизвестной науке причине на Земле резко сокращается популяция медоносных пчел. Если темпы сокращения популяции не изменятся, к 2035 году пчелы исчезнут с лица Земли. Это грозит утратой не только меда, но и большинства фруктов, овощей, ягод и орехов. Опыление этих растений полностью зависит от активности пчел, ведь одна пчелиная семья опыляет за день до 3 миллионов цветов. Человечество пока не обладает альтернативной технологией опыления. 654. До введения тугрика в 1925 году национальной валютой Монголии был доллар. 655. Мозг человека содержит более 100 миллиардов нейронов. Каждый нейрон соединен с 25 тысячами других нейронов. Во время внутриутробного развития образуется 250 тысяч новых нейронов каждую минуту. 656. Нигде в Библии запретный плод не был назван яблоком. Конечно, это могло быть и яблоко, но в той же степени, что и манго, абрикос или любой другой фрукт. 657. Вопреки известному заблуждению, язык вовсе не является сильнейшей мышцей в теле человека. Более того, это не одна мышца,
Наш язык состоит из 16 отдельных мышц, а самые сильные мышцы жевательные. 658. В Приднестровье советские паспорта до сих пор являются законным документом, удостоверяющим личность. 659. Число звезд во Вселенной приблизительно равно количеству молекул в стакане воды. 660. Среди наиболее странных профессий на планете есть такие, как оператор, определяющий пол цыплят, и испытатель презервативов. 661. Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook, стал миллиардером в возрасте 25 лет. Билл Гейтс заработал свой первый миллиард в 31 год. 662. По указу Петра I на лицевую сторону рукава солдатского мундира нашивали ряд пуговиц. Это делалось с одной целью – сохранить дорогое сукно, не позволяя вчерашним крестьянам вытирать рукавом нос или рот после еды. 663. Люди могут заразить свиней свиным гриппом. 664. Святой Грааль – самый желанный и загадочный христианский артефакт, обретенный и утерянный. Согласно наиболее распространенной версии, Грааль – это чаша, из которой Иисус Христос вкушал на Тайной вечере, и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран, распятого на кресте Спасителя. По христианской традиции, испивший из чаши Грааля получает прощение грехов и вечную жизнь. В некоторых версиях даже созерцание Грааля дает бессмертие. 665. Сокол-сапсан самый быстрый из всех животных на нашей планете. При пикировании на добычу его скорость достигает 320 км в час. 666. Московский автобусный маршрут номер 666 был изменен под давлением верующих на 616. Следом за ним изменили номер поезда 666 Москва-Осташков на 604. 667. На каждого человека на Земле приходится более 250 миллионов насекомых. 668. Каждую секунду Солнце производит в сотни тысяч раз больше энергии, чем человечество произвело за всю свою историю. 669. В феврале 2011 года в Египте родилась девочка по имени Facebook. 670. Самое крупное инженерное сооружение на Земле находится в Ливии. Это Великий Ливийский водопровод, протянувшийся на 2000 километров с юга на север Ливии. Строительство водопровода длилось 18 лет, с 1983 по 2001 год. Система состоит из 1300 скважин, расположенных над гигантскими подземными пресными озерами. Однако воды в этих озерах осталось не более чем на 50 лет. 671. Нервные клетки успешно восстанавливаются. Более того, благодаря процессу нейрогенеза, в мозгу человека на протяжении всей его жизни ежедневно образуются тысячи новых нейронов. Учеными доказано, что напряженная умственная деятельность ускоряет восстановление пораженных нейронов, в частности у больных, перенесших инсульт. 672. В Саудовскую Аравию запрещен ввоз кукол женского пола. 673. Самый длинный слог в русском языке состоит из 8 букв. Это слово «вскользь». 674. Самый необычный случай выживания в авиакатастрофе произошел 26 января 1972 года. Хорватские террористы взорвали пассажирский самолет McDonnell Douglas DC-9 авиакомпании Yugoslav Airlines, когда он находился на высоте 10 160 метров. 27 пассажиров и членов экипажа погибли, однако 22-летняя стюардесса Весна Вулович осталась жива, упав с высоты более 10 километров. Самолет упал на заснеженный склон холма, а на месте катастрофы оказался квалифицированный медик, который распознал у Весны признаки жизни и спас ее. 675. По утверждению известного писателя и зоолога Конрада Лоренса, из 450 известных пород собак
Приблизительно 20% произошли не от волка, а от шакала. 676. Гром среди ясного неба на самом деле происходит не так уж редко. Разряд может распространяться параллельно Земле на расстояние до 40 километров от грозовых облаков, а затем резко изменить направление и ударить в Землю среди абсолютно голубого неба. В США это явление наблюдается учеными десятки раз в год. 677. Перед принятием решения о введении торгового эмбарго против Кубы, Джон Кеннеди попросил своего пресс-секретаря Пьера Селлинджера достать как можно больше кубинских сигар Апмен Петит Корона, страстным любителем которых он был. На следующее утро секретарь принес президенту 1200 сигар, и только тогда указ был подписан. 678. Трехпалый ленивец передвигается по земле со скоростью менее 2 метров в минуту. В шерсти ленивцев обитают сине-зеленые водоросли и даже бабочки. 679. Киты, способные погружаться на глубину в сотни метров, не страдают кессонной болезнью, потому что перед погружением не вдыхают, а выдыхают, почти полностью опустошая легкие. Растворенного в крови кислорода им достаточно для пребывания на глубине в течение 40 и более минут. 680. В 1943 году, пытаясь остановить вторжение союзников в Италию, немецкие войска использовали биологическое оружие. В болото южнее Рима были выпущены миллионы личинок малярийного комара. В результате, в 1944 году в Риме было зарегистрировано более 60 тысяч случаев заболевания малярией, однако на продвижение войск союзников это никак не повлияло. 681. Экспериментально доказано, что комаров в большей степени привлекают люди, выпившие пиво или съевшие бананы. 682. Согласно законам шариата, для того чтобы развестись с супругой, мужу достаточно при свидетелях трижды произнести фразу «Я с тобой развожусь». Однако по решению суда Саудовской Аравии с декабря 2009 года для объявления о разводе достаточно отправить жене 3 СМС-сообщения с этой фразой. 683. Индейцы Лакота и Чероки называли коноплю единственным добром, которое принес белый человек. 684. В Токио большинство людей живут в настолько маленьких жилищах, что содержать питомцев у них нет никакой возможности. Поэтому там очень популярны кафе, где можно за небольшую плату приласкать собаку или кошку. Можно даже взять собаку на прокат на день. Стоит это удовольствие недешево, около $20 в час. 685. В большинстве авиалиний пилотам запрещено ношение бороды. В случае аварии борода может не позволить прижать к лицу кислородную маску достаточно плотно, а это, в свою очередь, поставит под угрозу жизни пассажиров. 686. 24 августа 1939 года, на следующий день после подписания секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа, определяющих разделение Восточной Европы между СССР и Германией, первый секретарь немецкого посольства в Москве, Ганс фон Гервард, передал их копии Великобритании и США. Несмотря на это, СССР отрицал существование протоколов до 1989 года. 687. Температура в центре Земли составляет 7500 градусов Цельсия. Это выше, чем температура на поверхности Солнца. Давление там достигает 3,6 миллиона атмосфер и полностью отсутствует гравитация. 688. То, что отдельные зоны языка отвечают за восприятие 4 основных вкусов, неправда. На самом деле, вкусовые рецепторы равномерно распределены по всей поверхности языка. При этом наиболее чувствителен наш язык именно к кислому вкусу. Человек способен различить привкус лимона при концентрации 1 капля на 2000 литров воды. 689. Даже домашние еноты перед едой полощут пищу в воде. 690. В
1995 году учительница французского языка в Эдинбурге Джоан Роулинг закончила свою первую книгу «Гарри Поттер и философский камень», напечатанную на старенькой печатной машинке, и отправила рукопись в 12 издательств. Все 12 дали отказ. Лишь в 1997 году издательство Блумсбери купило права на книгу за $4000. Сегодня 7 романов о волшебнике Гарри Поттере переведены на 70 языков и проданы в количестве более 400 миллионов копий. 691. Цитатник Мао Цзэдуна был издан в Китае суммарным тиражом более миллиарда экземпляров. Похоже, что книги о Гарри Поттере скоро его догонят. 692. По данным авторитетнейшего медицинского издания The Lancet, самым опасным вызывающим зависимость продуктом на Земле является не знаменитое запрещенное вещество, а алкоголь. 693. Кошки мурлычут, вибрируя голосовыми связками, как на выдохе, так и на вдохе. Так как котята рождаются не только слепыми, но и глухими, они находят мать только благодаря вибрации, которая возникает, когда кошка мурлычет. 694. В США более 62 тысяч пиццерий. Американцы ежедневно съедают около 50 гектаров пиццы. 695. Левши и правши есть и среди животных. Например, 40% кошек всегда используют только правую лапу, чтобы придерживать пищу или достать клубок из-под дивана, а 20% только левую. Остальные равноправно используют обе конечности. 696. Самый электропроводный металл серебро, самый твердый хром, он тверже вольфрама, самый мягкий цезий, он плавится при плюс 28 градусах Цельсия. 697. Древнеримская публика любила кровавые зрелища не только на гладиаторских боях, но и на обычных театральных представлениях. Если по ходу действия актер должен был погибнуть, его могли в последний момент заменить на приговоренного к казни преступника и убить прямо на сцене. 698. Рекорд игры в монополию – 1680 часов или 70 дней без перерыва. 699. 30 октября 1961 года Советский Союз провел испытание самой мощной термоядерной бомбы в истории. Мощность бомбы, которую на Западе назвали «Кузькина мать», составила 58 мегатонн, а энергия взрыва десятикратно превысила суммарную мощность всех взрывчатых веществ, использованных за годы Второй мировой войны. Гриб взрыва поднялся на высоту 67 километров, а диаметр его шляпки составил 95 километров. Ударная волна, возникшая в результате взрыва, 3 раза обогнула земной шар. Бомба была создана под руководством академика Андрея Дмитриевича Сахарова. 700. Закон штата Арканзас запрещает одноименной реке подниматься во время паводка выше уровня моста в городе Литл-Рок. Правда, наказание за нарушение рекой этого закона не конкретизировано. 701. Когда рыбы плывут против течения, они тратят меньше энергии, чем плавая в спокойной воде. Это объясняется умением рыб улавливать возникающие водовороты, лавируя с минимальным напряжением мышц. Такой способ плавания можно сравнить с движением парусной яхты против ветра. 702. В Великобритании ежегодно продается около 4 миллионов велосипедов, однако велоспорт не пользуется там популярностью. Самый высокий результат за всю историю этого вида спорта – 4-е место шотландца Роберта Миллера на Тур де Франс 1984 года. 703. Самый редкий на Земле химический элемент – это радиоактивное вещество астат. Его содержание во всей земной коре составляет менее 1 грамма. 2-е место занимает Франция. 704. Красные псы, с которыми боролся Маугли, действительно водятся в индийских джунглях, вот только по зоологической классификации они не псы, а красные волки. Так что Акела зря не признавал с ними родства. 705. Типун – это первый признак воспаления ткани языка,
гласита, который может быть вызван множеством возбудителей. Однако в народе считается, что типун выскакивает на языке, если человек солгал. 706. По данным опроса Гэллопа, каждый седьмой американец не может показать США на карте мира. 707. Королева Великобритании Елизавета II зарегистрировалась в социальной сети Facebook. 708. Более миллиона счастливых в браке семейных пар в Великобритании живут на два дома, приходя друг к другу в гости только на выходные. Из тех же супружеских пар, что живут вместе, около 12% спят раздельно. 709. 25% страдающих патологической зависимостью игроков казино женщины. 710. Змеи могут болеть малярией, а броненосцы не только малярией, но и проказой. 711. Единственный известный науке головоногий моллюск, способный жить на глубинах более 1000 метров, выглядит ужасающе и называется соответствующим образом кальмарадский вампир. 712. Древняя традиция рукопожатия правой рукой призвана показать: у меня нет оружия, и мои намерения чисты. В мусульманских странах рукопожатие между мужчиной и женщиной запрещено законом и жестоко карается. 713. В отличие от нашего, в традиционном китайском сознании гражданство не имеет значения, гораздо важнее происхождение предков. Уже за то, что в Китае родился ваш прадед, вас будут считать коренным жителем страны. Китайцы не отвергают иммигрантов, покинувших страну, и их потомков, а воспринимают их как 30 миллионов своих сограждан, волей судьбы находящихся вдали от родины. Возвращение китайца на родину, даже через несколько поколений, воспринимается как счастливое воссоединение с семьей. 714. Гелий – вещество с самой низкой температурой кипения. Гелий кипит при температуре минус 269 градусов Цельсия. 715. К 2050 году, впервые в истории человечества, количество людей пенсионного возраста превысит все остальные возрастные группы. На планете к этому времени будет более 10 миллиардов человек. 716. Халат издавна был символом барства, лености и необязательности. Отсюда и возникло понятие халатность. Однако простым порицанием халатности дело не ограничивается. Халатность входит в Уголовный кодекс РФ как вид должностного преступления. 717. Каждый владелец домашних животных наблюдал беспокойство своих питомцев во сне, однако только недавно ученым удалось доказать, что животные, как и люди, видят сны. 718. Единственный человек на планете, который получил и Нобелевскую, и Шнобелевскую премии, это английский ученый российского происхождения Андрей Гейм. В 2000 году ему вручили Шнобелевскую премию за исследование левитации лягушек, а в 2010 году Нобелевскую премию в области физики за исследование свойств графена. 719. Рыбы могут страдать морской болезнью, которая проявляется в виде головокружения и потери ориентации. 720. Чеснок обладает не только мощным противовирусным и антибактериальным действием, но и отпугивает комаров. 721. Жаргонное название доллара США «бакс» является неправильной калькой слова «бак», что означает взрослого самца оленя. В XIX веке цена одной оленьей шкуры была равна $1. Отсюда и название. 722. Настоящие летающие драконы обитают в тропических лесах Малайзии и Индонезии. Они так и называются летающие драконы или по-латински драко воленс. Они способны пролетать до 60 метров, однако совсем не умеют изрыгать пламя. Это обыкновенные перепончатые ящерицы. 723. Чтобы согреться, императорские пингвины собираются в плотные группы, температура внутри которых может достигать плюс 20 градусов Цельсия при температуре окружающего воздуха минус 20 градусов Цельсия. Чтобы все находились в равных условиях,
Пингвины постоянно перемещаются от центра к краю и обратно. 724. 3 июля 1928 года в США за $75 был продан первый в мире телевизор фирмы Baird. Для сравнения, автомобиль Ford T стоил тогда $290. Первая телевизионная передача «Пьеса «Посланник королевы» была выпущена в эфир 11 сентября 1928 года экспериментальной телевизионной станцией, принадлежащей компании General Electric. 725. Первое упоминание перископа связано отнюдь не с военным применением. В 1430 году Иоганн Гутенберг, более известный как изобретатель книгопечатания, наладил продажу перископов паломникам, которые собирались на традиционный религиозный фестиваль в Аахене, чтобы они могли смотреть поверх огромной толпы. 726. В Эфиопской православной церкви Понтий Пилат, отправивший Иисуса Христа на казнь, почитается как святой. 727. Любимой едой великой Марлен Дитрих были хот-доги с бокалом шампанского Пайпер Хейтсик. 728. Самые молодые родители в мире были зарегистрированы в Китае в 1910 году. Отцу на тот момент исполнилось 9 лет, а матери 8. 729. Население США составляет 4,5% населения Земли, однако США производят более 20% всех бытовых отходов мира. 730. С первых минут жизни у человека есть врожденный хватательный рефлекс. Малыш цепляется за ваши пальцы так крепко, что его можно смело поднимать. Этот рефлекс не что иное, как проявление древнейшей генетической программы, записанной в памяти человечества. Около 25 миллионов лет назад наши предки владели брахиацией, способностью, подобно гиббонам, раскачиваясь на руках, перелетать с ветки на ветку. По мнению ученых-этологов, и наша любовь к качелям, и полеты во сне тоже связаны с нашим историческим опытом. 731. 95% колоний термитов составляют рабочие особи. Они строят сложнейшие гнезда высотой до 12 метров и снабжают едой всю колонию. При этом они слепы. 732. Зайцы, кролики и кенгуру не могут ходить шагом, даже передвигаясь медленно, они прыгают. 733. Во время зимних холодов до 50 членов крысиной колонии намертво сцепляются хвостами, чтобы стать живым гнездом для детенышей и защитить их от замерзания. Такое гнездо называется крысиный король. Крысиный король не в состоянии передвигаться и живет исключительно за счет подношений сородичей. 734. Все части кукурузы съедобны на любой фазе роста. Благодаря массовому использованию фруктозасодержащего кукурузного сиропа в пищевой промышленности средний американец съедает около килограмма кукурузы каждый день в разных продуктах. 735. В 1999 году в Екатеринбурге был установлен первый в мире памятник герою романа Герберта Уэллса «Человеку-невидимке». Памятник настолько остроумен, что уже стал любимой достопримечательностью города. 736. Бассенджи, или африканская нелающая собака, древнейшая порода собак. История породы насчитывает около 5000 лет. Уникальность породы в том, что ее представители не лают, а издают особые звуки, похожие на урчание, но их можно услышать лишь тогда, когда собака взволнована. 737. Чарли Чаплин однажды инкогнито принимал участие в конкурсе двойников-бродяги в театре Сан-Франциско и даже не смог пройти в финал этого конкурса. 738. В кабинете изобретателя телефона Александра Белла телефонный аппарат отсутствовал, так как звонки выводили его из себя. 739. Изобретатель автомобильных шин и глава одноименной компании Пьер Мишлен погиб в автомобильной катастрофе. 740. Основатель фирмы Kodak Джордж Истман ненавидел, когда его фотографировали.
741. Владелец компании Segway Джимми Хесселден погиб 28 сентября 2010 года во время прогулки на скутере Segway. 742. Главным призом французской национальной лотереи 1850 года был билет в один конец в район золотой лихорадки в Калифорнии. Все лотерейные билеты были проданы. 743. Петухи кукарекают, не встречая восход, а сообщая всем соперникам границы своей территории. Это не просто утренняя песня, на протяжении тысячелетий заменяющая людям будильник, это боевой клич. 744. 7 декабря 2008 года Элтон Джон выступил с благотворительным концертом в новом концертном зале Luxury Village в Барвихе. Стоимость билетов доходила до 1,3 миллиона рублей. 745. В саранче содержится больше белка, чем в говядине. В странах Юго-Восточной Азии насекомые составляют до 30% рациона. 746. Гимном Африканского национального конгресса является песня группы Queen «I Want to Break Free». 747. По территории города Пермь протекает река Стикс. Как известно, великий Ахилл получил свою непобедимость благодаря тому, что его мать, богиня Фетида, окунула его в воды священного Стикса, текущего в царстве мертвых, Аиде. 748. Теплое течение Эль-Ниньо, возникающее каждые 2-3 года вдоль Тихоокеанского побережья Южной Америки и вызывающее катастрофические ливни и наводнения, названо так в честь младенца Иисуса Христа. Дело в том, что течение всегда возникает в конце декабря, а по-испански Эль-Нино означает «младенец». 749. На берегу реки Березовки, притока Колымы, в вечной мерзлоте был найден шерстистый мамонт. В 1901 году принимавший участие в раскопках и реконструкции березовского мамонта немецкий зоолог Ойген Фиценмайер и его коллега Отто Херс нашли, что у зверя во рту сохранился пучок растений, которые мамонт начал жевать прямо перед тем, как упасть в глубокую расщелину и погибнуть. Сохранившиеся растительные останки определили как осока, тимьян ползучий, горячавка, венерин башмачок, мак альпийский и лютик едкий. 750. 37% писем, приходящих в редакцию журнала для мужчин Men's Health, написано женщинами. Подавляющее их большинство начинается словами «Вы, наверное, удивитесь, но пишет вам женщина». 751. На Эвересте обитает дух погибшего там в 1924 году альпиниста Эндрю Ирвина. Он поселяется в палатках восходителей и воодушевляет их на завершающий этап подъема к вершине. Призрак впервые был замечен в сентябре 1975 года Дагом Скоттом, и с тех пор его видели десятки альпинистов. 752. В отличие от кофе, практически все виды чая являются смесью множества сортов. Например, чай индийский состоит из 16 сортов чая, доставленного из Индии, Китая и Кении, а чай Липтон из 30 сортов. Смешивание различных сортов чая называется купажированием, и это единственная возможность сохранить привычный вкус определенного вида чая из года в год. Не прибегая к купажированию, постоянство вкуса и качества чая обеспечить невозможно. Даже собранный с одной плантации чай никогда не бывает одинаковым, его вкус и аромат зависят от множества природных факторов. 753. В Древнем Египте кошки и крокодилы были священными животными. Крокодилов было принято украшать дорогими ювелирными изделиями, а в знак траура по умершей кошке хозяин сбривал брови. 754. Общий вес бактерий, обитающих в нашем кишечнике, превышает 2 килограмма, тогда как в здоровых легких и мочевом пузыре бактерий нет вообще. 755. Танк по-английски означает бак, цистерна. Чтобы дезинформировать немцев при перевозке по железной дороге первых в мире танков Марк-1 в 1914 году, они были замаскированы под российские цистерны для питьевой воды. Название закрепилось надолго.
756. В 1815 году англичане заняли необитаемый остров Вознесения в Атлантическом океане и оставили там гарнизон. Однако в казне не нашлось денег для его содержания. Тогда начальник гарнизона переименовал остров в корабль, а солдат перевел в матросы. Деньги сразу нашлись, на содержание флота в Англии денег никогда не жалели. 757. В средневековой Англии членов коллегии присяжных в судах попросту не кормили, пока они не вынесут вердикт. 758. В 1602 году английская королева Елизавета I подписала закон, запрещающий битье жен после 10 часов вечера. 759. В среднем, каждую минуту на Земле рождается на свет 260 детей, а около 100 человек умирает. 760. Чайная роза получила свое название не за цвет, а за аромат, напоминающий запах свежезаваренного чая. 761. 300 миллионов лет назад скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца была медленнее, чем сейчас. Продолжительность года составляла тогда примерно 390 суток. 762. Колумб добрался до берегов Центральной Америки только во время своей 4-й экспедиции, в первых 3 он не продвинулся дальше Кубы. При этом, до самой смерти он был уверен, что открыл Западную Индию. Именно поэтому народы, открытые Колумбом во время его экспедиций, в Европе назвали индейцами. 763. В Древнем Китае в качестве сигнала пожарной тревоги использовались петарды. 764. Южная Флорида является единственным местом в мире, где крокодилы и аллигаторы существуют вместе. 765. Испанские завоеватели в Южной Америке считали платину поддельным серебром. Известен случай, когда большие запасы платины были просто утоплены в океане. 766. Самая маленькая в мире нелетающая птица, тристанский пастушок, обитает лишь в одном месте на Земле, на острове неприступный в южной части Атлантического океана, площадь которого лишь чуть более 10 квадратных километров. 767. Вся жидкость в теле североамериканской древесной лягушки зимой превращается в лед, а сама она впадает в спячку. Весной лягушка оттаивает и просыпается к активной жизни. Европейские лягушки полного промерзания пережить не могут. 768. В Древнем Риме души умерших, но не нашедших покоя в царстве мертвых и возвращавшихся по ночам в мир живых, называли лемурами. Чтобы умилостивить беспокойных духов, римляне даже совершали особые обряды – лемурии. Когда в XVI веке европейцы впервые высадились на Мадагаскаре, их настолько поразили небольшие юркие зверьки с огромными светящимися в темноте глазами, что они назвали их лемурами. 769. В 300 году до нашей эры, во время битвы за Сицилию, Карфагенский флот обратил римлян в бегство, стреляя из катапульт живыми змеями. 770. Австралия является единственным континентом, где ядовитых змей больше, чем неядовитых. 771. Величайшей заслугой советского разведчика Рихарда Зорге считается отведение японской агрессии от СССР в сторону США. Не получая достаточного финансирования из центра, он оплачивал деятельность своей агентурной сети из личных средств. Зорге был бесконечно верен Сталину, даже несмотря на то, что его жена была репрессирована в 1940 году. После разоблачения в 1941 году японцы предлагали Сталину обменять Зорге, но Сталин отказался, и 7 ноября 1944 года разведчик был казнен в Токио. Интересно, что дед Рихарда Зорге был личным секретарем Карла Маркса. 772. Джимми Хендрикс служил в знаменитой 101-й парашютно-десантной дивизии армии США и совершил 26 прыжков с парашютом. 773. Если бы поверхность Земли была абсолютно гладкой,
вся планета была бы покрыта слоем воды глубиной 3 километра. 774. Первый унитаз со сливным бачком был изобретен в 1596 году сэром Джоном Харрингтоном для королевы Елизаветы I. 775. В Древнем Риме считалось, что сумерки наступали тогда, когда невозможно было отличить волка от собаки. 776. Часто можно услышать, что слоны – это единственные млекопитающие, которые не умеют прыгать. На самом деле, бегемоты и носороги тоже не могут прыгать. 777. Паденки – крылатые насекомые с двумя характерными хвостовыми нитями, живут всего несколько часов, отсюда и их название. Однако это единственное на Земле насекомое, которое успевает полинять, будучи в окрылившейся стадии. Кроме того, паденки вообще не способны есть, природа не снабдила их даже ртом. Впрочем, есть им все равно было бы некогда. А вот личинки паденок живут в воде более 3 лет. 778. Виноградный сахар, глюкозу, получают исключительно из картофеля и кукурузы. 779. Самый большой представитель семейства кошачьих не лев, а амурский тигр. Длина его тела до кончика хвоста может достигать 4 метров, а вес 300 килограмм. В Китае за убийство амурского тигра грозит смертная казнь. 780. Предупреждения о вреде сигарет для здоровья впервые появились на сигаретных пачках лишь в 1966 году, а до этого времени в рекламе сигарет часто цитировались рекомендации врачей. 781. Самой крупной собакой в мире был английский мастиф по кличке Зорба, который весил 156 килограмм, а длина его тела от кончика носа до хвоста составляла 251 сантиметр. Это размер упитанного 6-месячного теленка. 782. Британские острова состоят из более чем 5000 островов. 783. Цианоакрилат, более известный как суперклей, применяется в медицинских целях для склеивания ран и для остановки кровотечений. Военные медики использовали его для оказания первой медицинской помощи во время войны во Вьетнаме. Цианоакрилат используется и в криминалистике, на обработанной его парами поверхности отпечатки пальцев становятся видимыми. 784. По данным медицинских исследований, яблоко с утра бодрит лучше, чем чашка кофе. 785. Иоганн Себастьян Бах сочинил более 1000 музыкальных произведений. Однако при этом он ежедневно ходил на службу. Бах служил органистом и кантором в церкви святого Фомы в Лейпциге. 786. Древнейший известный текст Библии Синайский кодекс в 1933 году по личному распоряжению Сталина был продан советскими властями Британскому музею за 100 тысяч фунтов стерлингов. Истинная ценность древнейшей унциальной пергаментной рукописи Библии IV века не поддается исчислению, она абсолютно бесценна. 787. На Земле проживает 3 дециллиона, 3 с 33 нулями, живых существ, из которых 75% бактерий. 788. Картофель и томаты – близкие родственники. Картофель и сладкий картофель вообще не состоят в родстве. 789. Старейший из сохранившихся в Париже мостов называется Новый мост, Понт-Нюф. 790. Величайший фараон Древнего Египта Рамзес II, живший в XIII веке до нашей эры, был отцом более чем 160 детей. 791. Великий Рембрандт, создавший за свою жизнь более 700 шедевров живописи, был настолько беден, что в 1656 году заявил о своем банкротстве. Чтобы заплатить за погребение своей любовницы Хендрики Стоффелс, он был вынужден продать могилу своей жены Саски Ивана Эйленберг, изображенной на значительном числе его картин и рисунков. 792. Выражение «малиновый звон» происходит от названия бельгийского города Михелен,
который по-французски называется малинес, малин. В средние века в Михелине был разработан уникальный сплав для литья колоколов. 793. Королева Франции Анна Бретонская, жена двух французских королей, в 1491 году первая, надела на свадьбу белое платье, доселе считавшееся траурным, и черное, когда погиб ее второй муж Карл VIII. Этот обычай сохранился до наших дней. 794. Авторы Декларации независимости США Джон Адамс, второй президент США, и Томас Джефферсон, третий президент, скончались в один день, 4 июля 1826 года, ровно через 50 лет после подписания Декларации. 795. Шанс выиграть в лотерею дважды в течение 4 месяцев равен примерно 1 к 17 триллионам. Однако Эвелин Адамс из Нью-Джерси в 1986 году выиграла в лотерею дважды. Общий выигрыш составил $5,4 миллиона. К сожалению, ее нельзя назвать самым удачливым человеком на планете. Все деньги она очень быстро истратила и теперь живет в мобильном трейлере. 796. Из 256 государств на Земле 30 являются монархиями. Самая древняя монархия в мире, японская, существует с 509 года. Самая древняя в Европе, датская, ведущая отсчет с 936 года. 797. Американская фирма Campbell, продающая консервированные супы по всему миру на сумму более $8 миллиардов в год, после десятилетних безуспешных попыток приучить россиян к этому продукту, покинула российский рынок. 798. До изобретения вилки в XI веке еду брали руками, причем в высшем обществе было принято использовать 3 пальца, а в простонародье 5. Поначалу против употребления вилок категорически выступала католическая церковь. 799. Некоторые виды ленточных червей при отсутствии еды переваривают сами себя. При этом они могут съесть до 95% своего тела, а затем благополучно восстановиться. 800. Первый признак того, что свинья заболела, она перестает крутить хвостиком. 801. В 1902 году президенту США Теодору Рузвельту, которого близкие называли Тедди, на охоте подставили под выстрел медвежонка, но он оставил его в живых. Благодаря этой истории возникла самая популярная игрушка на Земле – плюшевый медвежонок Тедди. 802. До изобретения холодильников в XIX веке США были крупнейшим экспортером льда. При транспортировке, по мере того, как лед таял, он становился дороже. 803. Маяк башни Геркулеса в городе Ла-Корунья, в Испании высотой 57 метров, был построен во времена Римской империи и является древнейшим действующим маяком в мире. 804. Известны случаи, когда особо сильный чих приводил к перелому ребер, а в апреле 2007 года в Англии был зарегистрирован вызванный чихом перелом позвоночника. 805. Моделью для статуи свободы скульптора Фредерико Бартольди была его мать Агюста. Когда на окончательном этапе ей надоело позировать, он заменил мать на любовницу. 806. На Меркурии год длится 88 суток. Во время нахождения планеты в перигее, ближайшее расстояние к Солнцу, в течение примерно 8 суток, скорость орбитального движения превышает скорость вращения Меркурия вокруг собственной оси. В результате Солнце на небе Меркурия останавливается и начинает двигаться в обратном направлении с запада на восток. Это явление называют эффектом Иисуса Навина, по имени библейского героя, остановившего движение Солнца. 807. По статистике, автомобили желтого цвета попадают в ДТП вдвое реже автомобилей других цветов. 808. По данным страховых компаний, первостепенная причина бытовых травм – это лестницы. Затем идут стеклянные двери, столовые приборы и на последнем месте
как ни странно, электрические приборы. 809. Паук не съедает свою добычу, а буквально выпивает ее, первоначально впрыснув в тело жертвы свой пищеварительный сок. Можно сказать, что процесс пищеварения у пауков происходит за пределами тела. 810. Как и 4000 лет назад, 95% населения современного Египта проживает не более чем в 20 километрах от Нила. 811. Американская компания Walmart является крупнейшим в мире частным работодателем, в компании работает более 2 миллионов сотрудников. 812. Кровь угря содержит ядовитые вещества, ихтиотоксины. Они опасны лишь при прямом попадании в кровеносную систему, а в желудке или в процессе приготовления они разрушаются. Тем не менее, суши никогда не делают из сырого угря. 813. Первый компьютер ENIAC, созданный в 1946 году, весил 27 тонн и занимал площадь в 167 квадратных метров. Современный процессор площадью менее 1 квадратного миллиметра значительно превосходит его по производительности. 814. В 1939 году американский писатель Эрнст Винсент Райт опубликовал роман «Гэтсби». Роман состоит из 50 тысяч слов, ни одной из которых не содержит буквы «Е», самой частой буквы в английском языке. 815. Несмотря на жуткую репутацию, пираньи крайне редко нападают на людей. Однако в сентябре 1981 года, когда возле города Абидус на Амазонке перевернулось судно, по словам очевидцев, многие из 310 погибших не утонули, а были разорваны пираньями. 816. В апреле 1972 года в городе Калама на севере Чили, расположенном в холодной пустыне Атакама, прошла гроза с ливнем. Это был первый дождь за 400 лет. 817. 16 июля 1438 года во время эпидемии чумы английский король Генрих VI запретил поцелуи. 818. Как и у собак, слюна человека обладает бактерицидными свойствами, именно поэтому ранки во рту заживают гораздо быстрее, чем на коже. Во время сна производится очень мало слюны, и это позволяет миллиардам бактерий в ротовой полости размножиться в ночное время. Утренний запах изо рта и есть результат этого размножения. 819. По статистике несчастных случаев, связанных с лестницами, самые опасные 2 первые и 2 последние ступени. 820. Самый продаваемый легковой автомобиль в мире – Toyota Corolla. С 1966 года было продано более 40 миллионов автомобилей. На втором месте Volkswagen Golf – более 28 миллионов с 1974 года. 821. Сахара в большей степени каменистая, нежели песчаная пустыня. Менее 30% ее площади составляют пески. Территория Сахары занимает 32% всего африканского континента, по площади она лишь на 10% меньше территории США. 822. Самый большой в мире живой организм – это гигантский подземный опенок Armillaria solidipes, растущий в национальном парке Маллер, штат Орегон, США. Возраст гриба 2400 лет, и он растет на площади 6 квадратных километров. Ученые несколько лет изучали структуру ДНК грибницы и плодовых тел гриба и пришли к однозначному выводу, что все они принадлежат одному организму. 823. Во время взрыва сверхновой звезды в течение суток выделяется столько энергии, сколько наше Солнце вырабатывает более чем за миллиард лет. 824. Если аквариум с золотыми рыбками держать в темноте, рыбки побелеют. 825. В Древнем Риме строились многоквартирные жилые дома инсулы, которые достигали 8 этажей в высоту. 826. Официально зарегистрирован только один случай попадания метеорита в человека
30 ноября 1954 года в штате Алабама метеорит весом около 4 кг пробил крышу дома и рикошетом ударил хозяйку по руке. 827. На территории одного из санаториев в Железноводске в 2008 году был установлен единственный в мире памятник клизме. 828. В Гонконге законом запрещено водить автомобиль босиком, в тапках или в сандалиях. 829. В городе Экибастузе в Казахстане расположена самая высокая в мире дымовая труба, ее высота превышает 420 метров. Она более чем на 100 метров выше Эйфелевой башни. 830. В Вестминстерском аббатстве среди великих поэтов, королей и аббатов похоронен некий Томас Парр, утверждавший, что ему было более 150 лет. В 1635 году он был приглашен во дворец к королю Англии Карлу I, который хотел узнать секрет его долголетия. После смерти Парра, в возрасте 152 лет, для вскрытия тела был приглашен сам Вильям Гарвей, открывший кровообращение. Гарвей написал трактат о результатах вскрытия, в котором он не подвергает сомнению возраст Парра. К сожалению, секрет долголетия Парра Карлу I не помог, он был казнен 30 января 1649 года в возрасте 49 лет. 831. Самая высокая плотность населения в мире в княжестве Монако. При населении в 30 500 человек на 1 квадратный километр приходится 15 250 жителей. Самая низкая плотность населения в Монголии, где на квадратный километр площади приходится всего 2 человека. 832. Масса 1 литра водорода составляет всего 0,9 грамма, он в 13 раз легче воздуха и 11 тысяч раз легче воды. 833. Известно более 35 тысяч сортов орхидей, около 30 тысяч сортов роз и лишь 10 тысяч сортов тюльпанов. 834. Первое письменное упоминание Киева содержится в так называемом Киевском письме, рекомендательном документе, выданном Якову бен Хануки, иудейской общиной Киева. Письмо написано в X веке на иврите. 835. В 1936 году на чемпионате мира по настольному теннису двое соперников разыгрывали первую подачу более 2 часов. 836. 6 августа 1661 года Голландия продала Бразилию Португалии за права на остров Цейлон и 63 тонны золота в придачу. 837. Цена номера Royal Suite в отеле Бурдж Аль-Араб в Дубае составляет $28 тысяч за ночь. 838. Население Земли составило 1 миллиард приблизительно к 1800 году. Всего через 130 лет людей было уже 2 миллиарда. А еще через 80 лет население Земли достигло почти 7 миллиардов человек. 839. Виноградные улитки вылупляются из яйца уже в раковине. 840. Самый мощный взрыв доядерной эпохи произошел в канадском порту Галифакс 6 декабря 1917 года. В результате столкновения норвежского корабля «Има» с французским военным транспортом «Монблан», перевозившим 2300 тонн тринитрофенола и более 200 тонн тротила, произошел взрыв, почти полностью разрушивший город. При этом погибло 2000 человек и 9000 получили ранения. В городе было полностью разрушено 1600 зданий, 12 тысяч было сильно повреждено. 841. Челюсти человека развивают усилие в 80-90 килограммов. Усилие укуса африканского льва 600 килограмм, а крокодила более тонны. 842. 80% всей пресной воды на Земле сконцентрировано в антарктических льдах. 843. Порошкообразный цирконий самовоспламеняется на воздухе при комнатной температуре. 844. У левшей ногти на левой руке растут быстрее, чем на правой.
управшие наоборот. 845. Осьминог весом в 32 килограмма может пролезть в отверстие размером с теннисный мяч. 846. По данным Мичиганского университета, молнии в 6 раз чаще попадают в мужчин, чем в женщин. 847. Паук в доме считается доброй приметой. Со времен Великой чумы XIV века люди верили, что паутина способна улавливать дыхание чумы. 848. На Землю ежегодно падает более 20 тысяч метеоритов, большая часть из которых падает в океаны. Существование метеоритов не признавалось учеными до начала XIX века. В 1790 году Парижская академия наук заявила, что падение камней на Землю есть явление невозможное. Во многих музеях Франции метеориты изъяли из коллекций, чтобы не сделать музеи посмешищем. 849. В 1845 году в Англии был принят закон, по которому попытка самоубийства каралась смертной казнью. 850. Североамериканские индейцы использовали зубы бобра для изготовления боевых ножей. 851. За особые заслуги во время Второй мировой войны медалью Марии Дикин, высшей воинской наградой Великобритании для животных, были награждены 32 почтовых голубя, 18 собак, 3 лошади и 1 кот. 852. Люди народности хунза в Кашмире, насчитывающие около 35 тысяч человек, никогда не болеют онкологическими заболеваниями. Причина этого феномена науке неизвестна. 853. Из всех насекомых только богомолы и стрекозы могут поворачивать голову вокруг своей оси, подобно человеку. Все остальные насекомые могут лишь двигать головой вверх-вниз и в стороны. 854. 16 февраля 1568 года, во время разгара борьбы Филиппа II с протестантизмом, Испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. 855. В США используются два вида тонн: американская тонна, равная 2000 торговых фунтов, 907,2 килограмма, и английская, или длинная тонна, равная 2240 торговым фунтам, 1016 килограмм. И фунтов также существует два: аптекарский, или тройский фунт, 12 унций, или 358,3 грамма, и простой фунт, 16 унций, или 453,6 грамма. Сам черт ногу сломит. 856. Если снег скрипит под ногами, значит температура воздуха ниже -5 градусов Цельсия. Уже при -4 градусах Цельсия снег не скрипит. 857. Чтобы изготовить одно обручальное кольцо, необходимо переработать более тонны золотосодержащей руды. 858. Прежде чем Эрнест Хемингуэй остался доволен финалом своего романа «Прощай, оружие», он переписал заключительную главу 39 раз. 859. За 2 года до своего исторического полета, в 1903 году, один из братьев Райт, Вильбур Райт, в беседе с друзьями заявил, что в ближайшие 50 лет человек вряд ли сможет полететь. 860. Солнце движется по орбите вокруг центра галактики Млечный Путь со скоростью около 220 км в секунду, делая полный оборот за 250 миллионов лет. Оно также вращается вокруг своей оси. Солнечный день длится 25 земных дней. 861. В США выращивают больше табака, чем пшеницы, а самые большие урожаи кукурузы и арахиса. 862. Испания не родина боя быков. Бои быков устраивали еще в Древней Греции, Древнем Риме и даже в Древнем Китае. 863. У пчелы 2 желудка, один для нектара, другой для пищи. Мед – это не что иное, как срыгиваемый пчелами частично переваренный нектар. 864.
Во время последней переписи населения в Великобритании 390 тысяч человек, 0,7% населения, указали своей религией джедаизм. Британское министерство юстиции зарегистрировало новую религию, как Джеди Найт, рыцарь-джедай. Приверженцев новой религии в Великобритании больше, чем иудеев и буддистов. 865. С 2005 года, в честь Дня Победы в 30 странах мира, было распространено более 50 миллионов георгиевских ленточек. Цвета георгиевской ленты, черный и оранжевый, означают дым и пламень и являются символом доблести солдата на поле боя. 866. Кроме слова длинношеи есть еще одно слово с тремя «е» – змеиед. И есть одно слово с тремя «о» – зоообъединение. 867. 20 января 1973 года в городе Дедвуд, штат Южная Дакота, была зафиксирована температура минус 26 градусов Цельсия. Казалось бы, ничего необычного, однако в это же время в городе Лид, на расстоянии 3 километров от Дедвуда, было плюс 11 градусов Цельсия. 868. Во Франции ежегодно употребляется в пищу 200 миллионов лягушек, а в Перу каждый год съедают около 65 миллионов морских свинок. 869. Медведь-гризли может развить скорость до 55 км в час, благодаря чему он может охотиться на оленей и лосей. 870. Семена яблок, как и семена абрикосов, персиков, вишни и даже малины, содержат цианиды. Съеденные в больших количествах, они могут вызвать отравление. Домашние животные гораздо более чувствительны к соединениям цианидов, поэтому не следует давать собакам яблочные огрызки. 871. В городе греха Лас-Вегасе более 500 церквей, больше, чем в любом другом городе США. 872. В 1954 году комиксы про утенка Дональда Дака были изъяты из библиотек в Финляндии, потому что на рисунках он был изображен без штанов. 873. Морские черепахи постоянно плачут. Таким способом они избавляются от излишка соли в организме, их слезные железы выполняют функцию почек. 874. Настоящий тибетский чай пьют с маслом и солью, а калмыцкий с солью и перцем. И никакого сахара. 875. У двух государств на Земле абсолютно одинаковые флаги, у Монако и Индонезии. 876. Во время Американской гражданской войны 1861-1865 годов впервые в истории военной медицины врачи использовали морфин для облегчения страданий раненых. В результате более 400 тысяч солдат стали закоренелыми наркоманами. Именно с тех пор возник термин «солдатская болезнь», обозначающий зависимость от морфина. 877. В Байкал впадают 336 рек, а вытекает только одна Ангара. Если всю воду, содержащуюся в Байкале, разделить на всех жителей России, то на каждого придется около 166 тысяч кубометров чистейшей воды. 878. Самая исполняемая песня на английском языке «Happy Birthday to You» защищена законом об авторских правах. Права на песню принадлежат корпорации The Time Warner. В Европе защита песни авторскими правами закончилась в 2016 году, а в США истечет только в 2030. 879. Самым плотным веществом на Земле является осмий, второй по плотности иридий. 880. Индонезия четвертая по населению страна мира. Первые три места занимают Китай, Индия и США. 881. После смерти королевы Англии Елизаветы I в 1603 году в ее гардеробе насчитывалось около 3000 платьев. Дочь Петра I, российская императрица Елизавета Петровна, умерла 25 декабря 1761 года
и оставила после себя 15 тысяч платьев и дочисто опустошенную государственную казну. 882. До 1900 года матрешки не были известны в России. 883. Самую длинную сухопутную границу Франция имеет с Бразилией. Государственная граница, разделяющая национальные территории Бразилии и Франции, французская Гвиана, пролегает на северо-востоке южноамериканского континента. Длина границы 730 километров. Франко-испанская граница на 50 километров короче. 884. Французский поцелуй на Руси назывался татарским, а в самой Франции его называют английским поцелуем. 885. Бананы и ананасы – это трава, при этом банан – это ягода. 886. Изначально на логотипе компании Nestlé была птица и 3 птенца в гнезде. Однако со временем количество детей в среднеевропейской семье уменьшилось с 3 до 2, и в 1988 году логотип лишился одного птенца. 887. Муравьи вида Темносерекс, заболев, покидают муравейник и умирают в гордом одиночестве, дабы болезнь не поразила всю колонию. 888. Средняя продолжительность жизни пчелы 5-6 недель. За это время пчела успевает произвести не более 2 чайных ложек меда. 889. 3 самых богатых человека в мире – Карлос Слим, Билл Гейтс и Уоррен Баффет владеют состоянием в 155 миллиардов долларов. Это больше, чем совокупная казна 40 самых бедных стран мира. 890. 15 февраля 2011 года швейцарский ныряльщик Петер Кола установил новый рекорд задержки дыхания. Он провел под водой без акваланга 19 минут и 21 секунду. 891. В 3-м тысячелетии до нашей эры в древнем Шумере почиталась богиня пива Нинкоси. Текст, известный как гимн Нинкоси, фактически является древнейшим на планете рецептом приготовления пива. 892. 4 сентября 476 года вождь германцев Адаакр заставил последнего римского императора Ромула Августа отречься от престола. Этот день считается днем падения Западной Римской империи, процветавшей 12 веков. Все, что произошло в истории до этого момента, считается античностью. После этой даты наступило Средневековье, которое продолжалось до конца XV века. 893. Для японского солдата Йоки Шойчи Вторая мировая война закончилась в 1972 году. Не желая признавать поражение Японии, он провел в джунглях Гуама 27 лет, но в конечном итоге принял капитуляцию. 894. В старославянском алфавите буква X читалась как «хер», сокращенно от «херувим». От нее произошло слово «похерить» в значении «перечеркнуть что-то на бумаге крестом». 895. Бумеранг не является уникальным изобретением австралийских аборигенов. Бумеранги существовали еще в Древнем Египте. 896. Самый большой айсберг в истории был обнаружен в Антарктике в 1956 году. Его площадь составляла 31 тысячу квадратных километров, что превышает площадь Бельгии. 897. Протяженность Уральских гор превышает 2500 километров, однако по сравнению с Андами они выглядят карликовыми. Анды простираются на 7500 километров через территорию 7 государств. 898. Устрицы содержат в 20 раз больше холестерина, чем куриные яйца. 899. Простые числа делятся без остатка только на единицу и самого себя. Их бесконечное количество, однако на 2 и 5 заканчиваются только два простых числа 2 и 5. 900. Единственная страна в мире, которая участвовала во всех 18 чемпионатах мира по футболу — Бразилия. И единственная, достигшая победы 5 раз. 19-й чемпионат мира прошел в Бразилии
в 2014 году. 901. В Чехии ежегодное потребление пива на душу населения составляет 157 литров. Это мировой рекорд и больше, чем в России и США вместе взятых. 902. Самый дорогой металл в мире — Калифорний. Его цена превышает $6,5 миллиона за грамм. 903. Одна из самых таинственных книг в истории, рукопись Войнича, хранится в библиотеке Йельского университета. Книга написана в 15 веке, неизвестным автором, на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита. Рукопись до сих пор не расшифрована, и это является самым дерзким вызовом всем методам современной криптографии. 904. Во времена охоты на ведьм, если из дома исчезала кошка или собака, хозяина могли обвинить в колдовстве. 905. В пятницу происходит в 2 раза больше ограблений банков, чем в любой другой день недели. 906. Старейшему действующему банку в мире в 2022 году исполнилось 550 лет. Банк Банка Монте дей Пасchi ди Сина был основан в Сиене, Италия, в 1472 году. 907. В 1933 году верный последователь и друг Гитлера, немецкий дизайнер одежды Хьюго Босс, лично создал форму подразделения ВФНСС. 908. Белые медведи обладают столь совершенной теплозащитой, что большую часть времени они пытаются не согреться, а охладиться. 909. Кельты настолько верили в загробную жизнь, что могли одолжить деньги с условием возврата в ином мире. 910. Научное название жирафа Giraffa camelopardalis, что означает, буквально, жираф верблюдо-леопардовый. Как и у всех млекопитающих, у жирафа 7 шейных позвонков. 911. Самым большим кладбищем в мире по числу захоронений является Алсдорфское кладбище в Гамбурге. Кладбище содержит 1,4 миллиона захоронений, и по нему курсируют 2 автобусных маршрута с 25 остановками. 912. Томас Эдисон не изобрел электрическую лампочку. Он лишь разработал спираль накаливания, которая позволила лампочке гореть длительное время. Однако он точно изобрел фонограф и электрический стул. 913. В Европе лысеют примерно 55% мужчин, а в Африке не более 18%. Американские индейцы вообще не лысеют. 914. Климат в Африке не всегда был таким теплым. На памяти человечества Нил замерзал уже дважды в 829 и 1010 годах. 915. Широко распространено мнение, что жирафы безголосы, однако на самом деле они общаются между собой на частотах ниже 20 Гц, неслышимых для человеческого уха. 916. Австралия смещается быстрее всех остальных континентов, она движется на север со скоростью более 6 метров за столетие. 917. В США сумма выкупа, уплаченная в случае похищения человека, может быть вычтена из налогооблагаемой суммы доходов. 918. В черном шоколаде содержится больше антиоксидантов, чем в зеленом чае, а чистое какао даже полезнее шоколада. 920. В июле 1981 года японский рабочий Кенджи Урада стал первым человеком, причиной смерти которого стал робот. 921. Алмаз является не только самым твердым веществом на Земле, но и рекордсменом по теплопроводности, превосходя серебро по этому показателю в 5 раз. 922. Радуга-дуга на самом деле вовсе не дуга, а окружность. Однако наблюдать радугу целиком возможно только с борта самолета. 923. Интересное наблюдение заключается в том, что 90% людей не замечают в этом тексте повторения слова «что». 924. Членам французской троцкистской партии «Рабочая борьба» запрещено вступать в брак и иметь детей.
925. Сок большинства сортов винограда светлый. Таким образом, белое вино получают не только из белых и розовых сортов винограда, но и из большинства красных. 926. В Древнем Риме существовали специальные бронзовые монеты спинтрии для оплаты услуг девушек легкого поведения. На них были изображены различные эротические сюжеты. 927. В Уганде производят банановое пиво крепостью до 28%, а в Японии производят пиво из молока билк. 928. Самая маленькая млекопитающая на Земле карликовая белозубка. Она не превышает 3 см в длину, а весит менее 2 граммов. 929. По данным журнала Forbes, самая дорогая питьевая вода в мире разливается в Канаде. Воду 10,000 BC добывают из ледника в 300 километрах севернее Ванкувера и продают по цене $58 за литровую бутылку. 930. В России есть 5 деревень с названием Бухалово, в Псковской области есть деревня Захолустье, а в уральском селе Париж есть даже своя Эйфелева башня. 931. Самая распространенная валюта на Земле – франк. Различные виды франков являются валютой 22 стран, а разными видами долларов рассчитываются только в 17 странах. 932. За плененного испанцами короля инков великого Атауальпу был заплачен выкуп в 6 тонн золота и 12 тонн серебра, но это не спасло его от мучительной казни. 933. В середине XIX века численность афганской еврейской общины превышала 40 тысяч человек. По состоянию на 2011 год в Афганистане остался один еврей, хранитель синагоги Зебулон Сементов, 1920 года рождения. 934. Самая быстротечная война в истории человечества, англо-занзибарская война, произошедшая 27 августа 1896 года. Она длилась всего 45 минут. 935. Земля движется по орбите вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду. 936. Из 11 космических кораблей «Аполлон», от Аполлона-7 до Аполлона-17, аварию потерпел только один. Старт Аполлона-13 к Луне произошел в 13:13 по местному времени. Через двое суток, 13 апреля 1970 года, во время полета произошла серьезная авария, в которой экипаж чудом остался в живых. 937. Желуди впервые появляются на дубе, лишь когда дерево достигает возраста 30 лет. 938. Самая большая рыба на планете – китовая акула. Ее длина достигает 12 метров, а вес 14 тонн. Самая мелкая – шендлерия, весит всего 2 мг при длине в 11 мм. А самая плодовитая – рыба-луна, за один сезон способна выметать 300 миллионов икринок. 939. Лебединая песня – это не более, чем поэтическая гипербола. Лебеди умеют петь не лучше уток, они издают резкий трубный звук, а чаще только шипят и скрипят. 940. Закон ограничения складывания бумаги гласит, лист бумаги любого размера нельзя сложить вдвое больше 7 раз, делая каждый из сгибов перпендикулярно предыдущему. Знаменитые разрушители легенд на канале Discovery смогли сложить лист бумаги размером с футбольное поле 11 раз, но только с помощью катка и погрузчика. 941. После завоевания Чингисханом Северного Китая в 1214 году китайцы использовали монгольские бронзовые шлемы для приготовления пищи. Так была изобретена сковорода вок. 942. Всего однажды в истории в пустыне Сахара, на территории Южного Алжира, шел снег. Это произошло 18 февраля 1979 года, и снегопад длился всего полчаса. 943. Стервятник тщательно подбирает камни, которыми он разбивает яйца страусов, являясь одним из немногих видов птиц,
использующих инструменты. 944. В 1992 году в Москве, в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, был установлен памятник создателям кириллической азбуки, Кириллу и Мефодию. Надпись на постаменте была выполнена по-старославянски. Позднее лингвисты обнаружили в надписи сразу 5 орфографических ошибок, включая 2 ошибки в слове «Россия». 945. Канада имеет самую протяженную береговую линию в мире – 202 080 километров. Длина береговой линии Российской Федерации – 37 653 километра. 946. Старейший государственный университет в штате Айдахо, США, расположен в городе Москва, Москоу, в северной части штата. 947. Несмотря на отрицательный имидж, закусочные Макдональдс по всему миру посещают более 43 миллионов человек в день. 948. Весь мир до сих пор потешается над так называемыми бушизмами, среди которых самые популярные Елизавета XI – это ваши деньги, вы заплатили за них, и те, кто проникают в нашу страну незаконно, нарушают закон. 949. Цыгане – собирательный термин, такой же, как славяне, кавказцы, скандинавы или латиноамериканцы. К цыганам относятся несколько десятков народностей. 950. В газопылевом облаке Стрелец B2, находящемся в центре нашей галактики, с помощью спектрального анализа астрономы обнаружили этиловый спирт. 951. Общая площадь суши на Земле – 149 миллионов квадратных километров. Площадь одного лишь из 4 океанов, Тихого океана, 180 миллионов квадратных километров. 952. Черный стриж может находиться в воздухе без остановок на протяжении более 2 лет. Все это время стриж ест, пьет и даже спаривается, не садясь на землю. Кроме того, у черного стрижа самая большая горизонтальная скорость полета, она достигает 180 км в час. 953. Вулкан считается действующим, если последнее извержение произошло не ранее 11 тысяч лет назад. 954. Подсчитано, что жители США ежегодно потребляют более 16 тысяч тонн аспирина. 955. Первым в истории авиации пассажирским самолетом был российский Илья Муромец, созданный под руководством Игоря Ивановича Сикорского в 1913 году. 956. Лердальский тоннель в Норвегии, длиной почти 25 километров, самый длинный автомобильный тоннель в мире. 957. Рефлекс гусиной кожи достался нам в наследство от предков обезьян, которые распушивали шерсть, когда им было холодно. Даже на гладкой коже, лишенной волос, есть волосяные фолликулы, а в фолликулах мышцы, поднимающие волосы. 958. Самая успешная форма жизни на Земле – бактерии. Их существует более миллиона видов. В 1 грамме почвы проживает более 40 тысяч видов различных бактерий, которые состоят в более дальнем родстве, чем бегемот и ромашка. Науке известны бактерии, которые успешно развиваются в концентрированной серной кислоте и мышьяке и выдерживают давление в 6000 атмосфер. 959. В Монголии отрыжка во время еды считается знаком благодарности повару. Если нет отрыжки, считается, что желудок гостя пуст, потому что еда ему не понравилась. 960. Кокосы ошибочно называют орехами. На самом деле, это косточковый плод, такой же, как слива, персик или абрикос. 961. Листья пальмы рафии с Маскаринских островов в Индийском океане достигают 20 метров в длину. 962. Технология связи между мобильными устройствами Bluetooth получила название по имени датского короля Харальда Синезубова, правившего в X веке и объединившего датские племена. По преданию, он очень любил чернику. 963.
Самыми большими любителями кошек в мире считаются австрийцы. Примерно у трети домашних хозяйств в Австрии есть как минимум одна кошка. 964. 5 февраля 1985 года мэр Рима Уго Ветери во время официального визита в Тунис подписал мирный договор между Римом и Карфагеном. Таким образом, Третья Пуническая война, которая формально длилась 2131 год, была завершена. 965. В России более 2,8 миллиона озер. В Канаде озер немногим меньше – 2,1 миллиона. Однако по площади Канада вдвое меньше России. 966. В желудке 330-килограммовой акулы мака был обнаружен 55-килограммовый тунец, проглоченный целиком. 967. В 2010 году в Калифорнии за вооруженное ограбление был осужден 17-летний преступник. В качестве оружия он использовал своего ручного удава боа-констриктора. 968. Последняя в мире фабрика по производству печатных машинок закрылась в Индии в марте 2011 года. 969. Выдающийся математик Анри Пуанкаре на экзамене на степень бакалавра провалил письменную работу по математике. 970. 90% жителей Китая и Японии испытывают непереносимость к молочной лактозе. В Европе молока не переносят не более 5% населения, однако на Сицилии 70%. 971. Жена короля Ричарда I Львиное Сердце, Беренгария Наварская, будучи королевой Англии, никогда не ступала на английскую землю. 972. Прибрежное растение с плюшевыми свечками, которое мы обычно называем камышом, вовсе не камыш, а рогоз. А камыш – это водное растение с метелочками на концах длинных стеблей. В старину из сухих корневищ камыша делали муку. 973. Сэр Генри Ройс, основатель и главный конструктор Rolls-Royce, отучился в школе всего 1 год. Все свои знания он приобрел самостоятельно. 974. Самки больших панд готовы размножаться только 1 раз в год на протяжении 48 часов. Самцы же имеют непропорционально маленькие пенисы, из-за чего половой акт возможен только в строго определенной позиции, а это положение самцы знают плохо. В результате большие панды признаны исчезающим видом. 975. Знаменитый подводник Александр Маринеску, потопивший 2 самых больших корабля германского флота, Вильгельм Гуслов и Штойбен, был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза лишь в 1990 году. 976. Звук храпа может достигать 70 дБ, что сравнимо со звуком отбойного молотка. 977. Примерно 40% всех молний озаряют небо без сопровождения грома, а 10% молний начинаются от Земли. 978. В 1937 году в Шанхае был установлен памятник Александру Сергеевичу Пушкину. До сих пор это единственный в Китае памятник иностранному литературному деятелю. 979. Лошади и верблюды появились около 55 миллионов лет назад на американском континенте. 980. Первой в мире страной, принявшей христианство в качестве государственной религии, стала Армения в 301 году. Последней христианство приняла Литва в 1386 году. 981. Женское имя Светлана было придумано российским филологом и поэтом Александром Востоковым, а широкое распространение получило после выхода одноименной баллады Василия Андреевича Жуковского в 1813 году. 982. Римляне использовали в сражениях боевых мастифов. Противники были вынуждены использовать щиты, защищая ноги от свирепых псов, и в это время сверху на них обрушивался град стрел. 983.
В Баварии пиво законодательно является не только алкогольным напитком, но и пищевым продуктом, наравне с хлебом и сыром. 984. Проживающие в джунглях Эквадора стеклянные лягушки действительно прозрачны, сквозь их тело видны сосуды, желудок и бьющееся сердце. 985. Арахис – это не орех, а боб. Бобы арахиса свисают с нижних побегов растения к земле, зарываются в нее и дозревают уже под землей. Арахис назван так из-за паутинистого рисунка на плодах, по-гречески арахис значит паук. 986. Отведав ягод астролиста, малиновки пьянеют и падают с проводов. 987. В 1962 году в Японии название фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Нет» было переведено как «Мы не хотим доктора». 988. Консервный нож был изобретен в 1858 году, почти через полвека после изобретения консервной банки. 989. Среди всех существующих в природе жидкостей, поверхностное натяжение воды уступает только ртути. 990. Из-за необычайно холодного тумана 5 декабря 1952 года Лондон окутал великий смог, состоящий из угольного дыма и автомобильных выхлопов, который рассеялся только через 5 дней. Случившееся стало настоящей катастрофой, в результате которой погибло до 12 тысяч человек. Именно с этого момента началось современное экологическое движение. 991. В средневековой Европе семьи сожженных на костре ведьм должны были оплатить дрова и хворост. 992. Первой страной в мире, предоставившей равные избирательные права женщинам, стала Новая Зеландия в 1893 году, тогда как женщины Швейцарии обрели право голосовать и быть избранными лишь в 1971 году, а герцогство Лихтенштейн в 1984 году. 993. Чижик-пыжик – это вовсе не безобидная птичка, которая, как известно, водку не пьет, а студент Императорского училища правоведения, открытого в Санкт-Петербурге в июне 1835 года на реке Фонтанки в доме номер 6. Будущие юристы носили желто-зеленые мундиры, за что и получили такое смешное прозвище. Одним из чижиков-пыжиков был Петр Ильич Чайковский. 994. При рождении у человека насчитывается более 300 костей, но к 25-летию их остается только 206. А коленных чашечек при рождении нет, они появляются только к 2-3 годам. 995. Человек может прожить без пищи до 6 недель, а без сна не более 10 дней. 996. Роберто Беллармино, кардинал и великий инквизитор католической церкви, главный обвинитель на процессе Джордано Бруно и руководитель первого процесса над Галилеем 1613 года, был причислен в 1930 году к лику святых и объявлен в католицизме учителем церкви. 997. Винный напиток, известный как вино Мариани, был исключительно популярен в Европе в XIX веке. Вино Мариани называли любимым вином такие знаменитости, как Александр Дюма, Конан Дойль, Роберт Стивенсон, Жюль Верн и даже королева Виктория. Вино это содержало вещество, вызывающее зависимость, и было запрещено в 1915 году. 998. В средние века целые династии воинов, охранявших Великую Китайскую стену, не покидали свой пост на протяжении всей жизни. Они рождались, создавали семьи, умирали и были похоронены на стене. 999. В главе 1 книги «Бытия» Богом сказано: «Вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Так что Адам и Ева были вегетарианцами. 1000. Ангела Меркель, в 2011 году, названная журналом Forbes самой влиятельной женщиной мира, свободно говорит на русском языке.
Благодарим за просмотр этого ролика и просим подписаться на канал Книги, Истории, Факты и нажать на колокольчик. Вам наверняка понравится. Мы расскажем еще много интересного и познавательного. Просим вас при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого ролика, и поддержать нас на Бусти.